Так, ну что ж, всем привет. Сегодня продолжаем Resident Evil. Я не знаю, когда мы его закончим, но я не хочу, чтобы он кончался даже так. Смотрела, что есть, точнее, будет скоро, скорее всего, в этом году, наверное, может, не знаю, выйдет ремейк первой части. Мне бы хотелось первую часть бы поиграть еще. Жду не дождусь четвертую часть, чтобы ее поиграть. Так, вот. Ну, в общем, драйвера я установила на персонализацию игр, чтобы записывать, потому что Бенди вот этот я записала, и там как-то не понравилось мне то, что там все пикселизируется. Привет, привет. Вот. И что еще? Даже хотелось перезаписать видео, потом думала, ну ладно, пусть так будет уже. Чего уж поделаешь. Уже выложила все. Мне вообще с самого начала казалось, что это все из-за Ютуба, что это он так качество портит, но нет. Это все-таки не Ютуб. Ну, Бенди я буду записывать дальше. Ладно, пускай такая первая будет не очень с таким качеством дурацким. Ну ладно, что сделаешь. И Needy Girl Overdose, вот про эту стримершу тоже хочу записать. Другие концовки хочу посмотреть. Вот. Так, ну и все, наверное, пока что из новостей все. Геншин я не знаю. Привет, привет. Геншин я не знаю, когда буду еще играть. Вы прям так одновременно пришли. Геншин не знаю, короче, когда буду играть. Вот. У нас же еще Darkwood было, помните Darkwood? Я что-то совсем про эту игру забыла. Отбросила ее что-то совсем. Малыш, походу, в шоке. Я, короче, купила когтеточку, чтобы он дверь не царапал. И он, наверное, в шоке. Что это такое на двери? Думает, наверное. Как у вас дела? Рассказывайте. Блин, я вот сейчас не знаю, что делать. Бенди, наверное, так оставим, да? Или перезаписать? Ну, перезаписать это, наверное, уже не очень будет, потому что все-таки первые эмоции, первый взгляд, оно как-то это более-менее ценнее, что ли. Купи, да. Ее можно либо гвоздями сделать, я на двухсторонний скотч приклеила. Ну, гвоздями будет, наверное, как-то надежнее, что ли. Просто гвоздями делать это дверь испортить. Весь день в Геншине, ничего себе. Я вот последний раз, когда играли мы в Геншин, сейчас посмотрю по трансляциям. 2 недели назад. Это вот, наверное, тот Геншин, где у меня эти накрутки вышли. Надо бы возобновить, да? Может быть, послезавтра, но посмотрим еще. Завтра еще надо видео продолжить снять про Бенди. Мне понравилось, кстати. И про девушку-стримершу, думаю, тоже продолжать снимать. Элсид я передумала покупать и проходить его, потому что боюсь, что вдруг там тоже какие-нибудь баги будут. Игра все-таки в раннем доступе, может, они потом ее как-то обновят, оптимизируют.
Кому я что-то не знаю, проходить, не проходить, потому что кома что-то не всем зашла, судя по всему. Ну, а она, походу, в рекомендации, наверное, Ютуба не выходит тоже. Ютуб еще штука такая странная. Он этот... Хочу сегодня в рекомендации тебя кину, хочу, не хочу, нет. А, а сегодня нет, не хочу. Погода сегодня хорошая, плюс настроение. А ты как? Ну, я тоже нормально, в принципе. Все как обычно. Ничего нового. Малыша я не сводила к ветеринару, кстати. Ему, в принципе, нормально было. Он, наверное, просто притворялся. Вот. Потому что он бегает, носится и хулиганит. А это не так уж прям на больного кота. Не очень-то похоже. Надо догнать. Я еще не успел посмотреть Бенди. А, да? Блин, там... Ну, надеюсь, ты к качеству видео не сильно придираешься, потому что там пикселизировано так. Ну, смотреть можно, в принципе, но я советую, наверное, лучше с телефона смотреть. Не с компа, не с большого монитора. Потому что там пикселизация какая-то. Поэтому я начала гуглить, как это исправить, короче, и там нашла видео, там мальчик, короче, рассказывает, маленький мальчик, как исправить это. Он там типа КС играл. И оказывается, надо в OBS, короче, поменять на видеокарту, чтобы это... Я поменяла, но у меня запись не записывалась, короче. Там было написано, что обновите драйвера. Я потом, короче, зашла в NVIDIA и обновила, и все, и нормально потом стало. Оказывается, так надо было сделать, но откуда я знала об этом? А так, может, уже давно бы уже игры были бы хоть как-то четче, что ли. Сегодня резик, новая игра. Да, вот там какой-то новый сценарий есть. Мы его посмотрим, я хочу посмотреть. Ну, я читал в ТГ, что там с качеством. Ну, я и так через телефон. Ну вот, хорошо. Я еще Сомы заметила. Потому что у меня вся Сома, к сожалению, в таком дурацком качестве. Ай, ну ладно. Уж знал. Просто обычно у меня же игры, типа вот как Friendbow, вот эти всякие, они же там нарисованы, а там такой пикселизации вот этого всего незаметно. А такие игры, как Сома, более графичные, вот они не очень там... Я исправляла в OBS, там, настройках тоже, но это не помогло. Оказывается, все дело в видеокарте. Ну вот. Так всегда при поиске своей проблемы какой-то маленький мальчик говорит. Да, это, наверное, жиза у всех. Но он реально помог, мальчик. Ну и не с такими проблемами справились. Да. Но мальчик реально помог. Молодец. Так, ну что? Хулиганит. Игрушки свои разбросал. Так, ну все, ладно, запускаю. Наш любимый резидент. Ой. Так, сейчас сначала запустить надо. Ой, господи. Ну-ка. Ой, я музыку забыла выключить. Сейчас, погодите. Ой. Да блин. Какой я дурацкий стример, да? Ой, господи, не то включила. Ой, ужас, позор какой-то. Так, это закрыть надо сразу. Все. Что именно там должно измениться, знаешь? В смысле, измениться что? Я что-то потеряла мысль. Резидент подчил музыку.
У меня вечная проблема, обновляется винда, начинает чудить видеокарта. Ставишь свежий драйвер, уже недовольная винда. Я, кстати, отключила, кажется, обновление винды. А, нет, шучу, у меня обновляется, да, иногда. Но, слава богу, у меня ничего такого не было вроде как. И у меня, кстати, на Windows же всегда появляется вот эта штучка, типа активируйте Windows там, да? Она у меня первое время, кстати, была, и сейчас она у меня куда-то пропала. Странно. Я отключила обновление. Я не отключала, мне они как-то, в принципе, не сильно мешают. Вот. Пройдите второй сценарий с самого начала. Че, давайте пройдем. А что это за второй сценарий? После нескольких дней радиомолчания с нового участка Леон Кеннеди решил отправиться в Ракун-Сити, чтобы разобраться, в чем дело. Он еще не знает, что его ждет. Че, опять заново? А что это за выбор второго сценария? Это что? Для сохранения необходима цветная лента. Без автосохранения. Сильные враги. О, давайте потом в хардкор поиграем. О, что-то новое. Что ли? Хотя нет, то же самое. Что-то как-то стало оптимизировано, что ли, или мне кажется. Это я обновила видеокарту, называется. Как-то стало это четче, что ли. Уа, это что такое? А что это? Не поняла. Привет, Брейн Фокс. Я раньше без лицензии было, поэтому через КМС убирал эту активацию Windows. Мало хардкора было в прошлый раз. Да. Редфилда. Крере. Редфилда. Вчера этот посмотрела. Первую часть Резидент, Обитель зла, точнее. И вторую часть еще потом посмотрели. Апокалипсис, Обитель зла. Что это такое? Что-то как-то странно вообще все начинается. Ну и правильно, майки денег не хотят и не хрен им платить. Что за майки? Что такое? Почему я не играю? Мы что, будем сейчас смотреть фильм? А, вот. Исследуйте полицейский участок, Клэр. Надеюсь, ты добралась. Microsoft, мелкомяки. А. Так, ну-ка. Вследствие интенсивного использования графической памяти присвоен красный уровень, возможно, серьезные ошибки. Чё? Память видеокарты, загрузка процессора. Что такое? Чё это, я не понимаю? Это я, называется, обновила этот... обновила дрова. Что за карта? NVIDIA GeForce GTX 1650, что ли? Я не помню. Я ноут сразу с виндой покупала. В те времена еще не умела ставить. От сносов системы это не уберегало. Пришлось все же учиться. Ничего себе. У меня ноут лежит, старенький мой, который вообще старпер. Там вообще ничего не делала с ним. Хотя там говорили, мне термопасту надо поменять, наверное, потому что он у тебя сильно нагревается, когда ты играешь.
У меня тоже оперативы хватает, если что, убавь качество текстур. Да вот, хз, вообще, вот это что ли убрать? Повышенное качество изображения с сохранением высокой частоты кадров. Ультракачество. Чего? Производительность? Фу, она светлая стала какая-то. Частота кадров переменная. Нет, это не то. Включена. А это что, не влияет, что ли? Качество текстур высокое, 2 гигабайта. След возможно, не все ошибки. Высокая 0,2 гигабайта, да? Вот так сделать лучше. О. Так вот. Качество фильтрации текстур. Ну, все, наверное. Нормально, вот смотрите, стало. А то ошибки какие-то говорит. Ой. Оранжевое, смотрите, опять стало. Фильтрация почти не влияет, а тени сильно. Качество текстур, качество фильтрации текстур. Нет, тут качество текстур я поменяла. Фильтрацию я не трогала. Теней высокая, средняя, низкая, мини. Макс. Ничего себе, это вообще там на очень жестких компах, да? Средняя. Ну, пускай средняя будет. Господи, это что? Поверхностное рассеивание? Это как? Прыщи видно, что ли? Качество объемных лучей низкое. Качество освещения частиц высокое. Блин. А почему оно по умолчанию можно сделать, в принципе? А если по умолчанию? Блин, я не хочу вот с этим разбираться вообще. Ну, пускай так будет, да. Нам же прям сверхреализм не нужен. Так же нормально, в принципе. И главное, чтобы это не было вот так вот там застреваний всяких. Я бы не особо парился насчет этого, если оперы хватает. Хотя помню, в какой-то игрушке про зомби тоже были микрофризы из-за забитости памяти. Да, в принципе, нормально же. Все. Все. Высокое, все. Все, в принципе, все на таком, выше среднем уровне, я бы так сказала. Что за могилу? У нас ничего нету. Боже мой. Леон, у тебя есть фонарик? Понятно. Хардкор без пулемета. Типа от этого. Вау. Я поняла. Это, короче, например, мы же играли за Клэр, да? И потом встретили Леона за вот этой, короче, штукой, за полицейским участком. И он такой пришел
И также за Леона, когда играли в полицейском участке, Клэр тоже пришла, короче, это за полицейским участком. Типа, что происходило с этими героями за пределами полицейского участка? У меня же как раз этот вопрос же и возникал, типа, а как они так одновременно, типа, это, были в полицейском участке, делали все то же самое. Ой, сейчас станет, наверное. Да, а потом, наоборот, за Клэр будем, да-да-да. Сейчас эти скоро все восстанут, походу. Блин. Да, вот видите, я почему поняла? Я из-за вот этого вертолета поняла, когда вот он врезался. Сейчас взорвется. А, сгорит. Гореть начнет. レオン、私たちいつもこんな感じね。大丈夫か？あのヘリコプターが急に現れて。ええ、 Helikopter, Thank you. helikopter. 鍵はないよな。え А, ないわ。でも会えてよか Helikopter, った。そっちはどう？ helikopter. なんとかやってる。飛んだ夜ね。君の兄さんは？それなんだけど、 Ну, я надеюсь, мы от тирана не будем убегать на これ улице. 以上追い込むわけ。 Или тоже будем, блин. レオン、早く逃げて。俺はいいから安全な場所へ行くんだ。ダメよ、フェンスが持たない。早く行って。 О, нет. Что там жопа какая-то. 生き延びよう。絶対に。Ну, Леон хотя бы побыстрее, чем Клэр бегает. Я не хочу на них патроны тратить. Рар. Добавлено премиум оружие. Какое? Миниган, что ли? Какое? Какое оружие? А, вот у нас же еще есть. Ну ладно. Ключ от двора. Мы сейчас переоденемся. Ой, а мы не переоделись. Ладно, сейчас так сделаем. Блин, бесит. Полицейский. Классический полицейский или просто полицейский? Наверное, просто полицейский, да? А у Клэра это, блин, майка стоит. А, это альтернативные костюмы, есть обычные. Так, пускай альтернативные будут. Мгм. こんな形で袖を通すとは。 Туговато сидит, конечно. Ничего, разношу со временем. Опять обучение, что ли? Так, а где сохраняшка? Нет, что ли? Опа, это что? О, да мы уже знаем, что у нас... Блин! Подавись бомбой.
А все без сохранений. Так мы же не по хардкору уже я нажала. Я нажала стандартный. Сейчас эти из могил выйдут, да? Или что? Такая старая форма у него. Ой, куда надо идти? Ой, Леон. Исследуйте полицейский участок. Куда как? Где? Это главный вход, что ли? Тут, типа закрыто. Блин, тут же эти... давайте расстреляем. Оп. Оп. Ничего нет. У меня ничего нету, кажется. Ножа нет. Блин. Может, нож взять тот бесконечный, который на всякий случай. Интересно, будет долгое прохождение по сравнению с обычным историей? Мне кажется, будет так же по времени. Ну, и мы загадки знаем. Хотя нет, тут же другое будет уже. Чё я туплю-то? Не, наверное... Ну, если это я первый раз как бы играю, значит, это затянется на 10 часов. Блин, они ходят как алкаши какие-то. Хер попадешь. Последний патрон остался. Так, тут нету ничего, тут тоже. Чё, мы будем опять там бегать, что ли? Чё за прикол? Не таким я представлял себе. Чего? Опять? Вставай ты. Нет? Ура, возвращение к началу. Ура! Да! Опять все то же самое. Да! Ура! Да! Ура! Опять страдать. Страдать. Блин, опять эти лизуны, пердуны всякие. Клэр. Я же закрывала окно за Клэр. Опа, а что здесь закрыто? Теперь, может, уже спидранить будем? Значит, загадки опять вот те же самые. Блин, что прикол вообще это? Одно и то же. Нам нужна это... Да блин, опять реально все то же самое. Ой, извиняюсь. Так, теперь нам надо это, деревяшки. Деревяшки бы. Где есть деревяшки? Опа, это что?
А чё это так? Блин, а в чем прикол тогда, если все то же самое? Да, вот я про это тоже. Ну, прикол. Хотя тут, видишь, открыто уже. За нас уже все сделали. Если там не потушен огонь на вертолете, ну вертолет, да, он только что врезался, значит, тирана, наверное, еще нет. Красивое название. Блин, тут окна бы закрыть эти. Что здесь было? А, здесь сохраняшка. А это что за комната? Смотри-ка, а комната-то уже какая-то другая. Клэр постаралась, пооткрывала все двери. Спасибо, Клэр. О, здрасте. О, места нет. Где этот чемодан? Чемодана нет? Где-то жужжит. Где жужжит? Жужжит где-то. А, вон жужжит. А, вот он, чемодан. Хоп, чемодан. На-на-на. Оп. На-на-на-на-на-на. Опять эти дурацкие патроны, которые я ни разу не использовала. Не нашла этот. А, тут можно свет включить. А это нельзя поиграть? Почему? Так, у нас это к какому пистолету вообще относится? Ой. Патроны для револьвера. Понятно. Патроны для калибра 45 АСР. А, у нас есть такой. Ага. Понятно. Наши сохраняшечки. Ладно, здесь сохранимся. Так, ну все. Ну, уже что-то другое. А, эти патроны тут лежали, кстати. Я помню. Дробовик мы еще не нашли, поэтому место только занимает. Нам бы эти дошли. А что ты одним? Ой, смотрите, какой Леон крутой, а. Как, блин, какой-то гэнгста. Пэм, пэм, пэм. Может, теперь кассеты найдем? Не, ну кассеты это да, мы в любом случае их найдем, потому что у Леона по сюжету, по идее, кассеты должны быть. Бландли Кеннеди. Котик. А чё он реально так? Он же обычно вот так. В одной руке фонарик, а в другой пистолет. А тут он какой-то этот. Крутышка. Пердышка. Нам бы карту найти еще. Тут уже есть вход в канализацию, что ли? Кин, наверное, решает, думаешь? Ой, блин. Ну-ка, обычные костюмы, если поставить. Нет, смотри, то же самое. Йоу, мадапака. Что ты сказал про мою маму? Ой, не могу, блин. Давайте альтернативно лучше. Потому что у Клэр тут шортики и этот... Как называется? Жилетка. А, тут закрыто. Хотя мы за Клэр-то не играем. Мне не нравится вот это на Леоне костюм вот этот дурацкий. Давайте вообще вот так походим. Нет.
Типа мы играем в мафию. Будем так ходить. Эй, йоу, зомби. Картошечка определенно любит женщин в шортах. А еще мне нравятся мужчины в костюмах. Особенно как выделяется 5-я точка Леона. А это что тут? А, ножик. О, прикольно. Да-да-да-да-да, надо. Тогда... Так, ладно, я этот бесконечный нож отложу лучше. Ничего себе у него прическа. Ну, вообще классно, да? Мне нравится вот этот стиль 30-х годов. Может, как-нибудь в мафию тогда поиграем? В ремейк тоже. Я ее уже сама прошла. Я могу ради вас еще раз пройти. Мне эта игра понравилась. Ну, имеется в виду ремейк. Нормально так сделали. Я оригинал тоже играла. Сначала же, конечно, я поиграла в оригинал. Сгорела на гонках. Пукан бомбанул. Мне помогли, слава богу. Сейчас у меня помощника нет, поэтому я в оригинальную мафию не хочу играть. А в ремейке там еще как-то более-менее полегче. Поэтому мы можем как-нибудь поиграть. Леон Шелби уже получается, или Толик Щебень. Толик Щебень. На стриме? Да, на стриме. Эй, ты что сказал про мою маму? На. И не вставай. Где мои деньги? Так, здесь должна быть аптечка быть. Наверное, она тут лежит, да? Да, лежит. Все. Так. Злая картошка. Конечно. Так, этого урода тут пока что еще нету. А это... А, мы же еще фотки не нашли точно. Так, и чё? Опять Аду спасать надо. Вонючку эту. И потом... Видели, да, я в ТГ там присылала картинку. Я даже не подумала об этом сначала. Что реально же... Леон побывал в канализации. Ада повалялась там возле мусорных мешков, и они потом в поезде сидели, целовались. И от них воняло. А, тут закрыто. Вампир. Игра классная, очень интересная история. Вампир? Что-то знакомое. О, мы сейчас этот возьмем. Дощечку. Там окно, наверное, какое-нибудь сделаем, да? Чтобы нас не доставали потом всякие зомби. Все-таки это была хорошая идея сделать за Клэр. Любовь. За любовь. Давайте вот тут сделаем. Да, пускай тут будет. Потом там надо еще сделать. Тут же закрыто, да, было? Вот тут еще вон окно открыто, блин. Ой. Сейчас, погоди, я подзаряжусь. Ой. Куда ты, куда побежал-то? Ну тут зомби вообще классно сделаны, мне нравится. Чего он так присел? Зарядку делает. Так, надо вот это взять потом. Тут порох лежит. Но у нас мест нету. Сумку надо найти. Я, кстати, хочу сумку такую. А Леона наняли ремонтником участка. Жесть. Так, здесь бомба лежит. У него потрошки.
Так, тут так окошко. И все вроде бы, да? Где-то еще должен быть порох или что-нибудь такое. А вот порох ага, лежит. Так, ну ладно, это потом. Вот можно дверь снять. Всё, обожгли. Здравствуйте. Вот Ой! мы. Эй, 誰かいないのか。 есть кто-нибудь? У меня дежавю. О, сумка. Яусть. Яусть. Кто там? Сидит. О, он уже превратился.「警官じゃないよな。 Ну чё, я скучала по нему. Надо этот взять. Хотя ладно. Потом возьму. Здрасте. Рар, 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 рар. Да не дергайся. Кто там еще? Еще кто-то есть? Откуда он вышел? А-а-а. Не убивай его, он мирный. У меня есть ножик? Нет, конечно. Да. Чёрт. Ты заморал мою рубашку. Сволочь. На рубашку ответишь, на тебе по жопе. О, я люблю, когда у них голова взрывается. А, какие же они живучие, а? Я вообще не представляю, что в хардкоре творится. Ну, сдохни, пожалуйста. Ну, что такое? Что такое живучий-то? У тебя рука отвалилась. И что, мы будем вот так ходить? Нет. Испортили мне костюм. А где чемодан? Клэр куда-то унесла, что ли? Блин, опять надо открывать, что ли? Ну, ёлки-палки. Еще и так сделали, смотри, отдельно уже. Тут открыто все уже? А чё Клэр не открыла двери эти, я не поняла. У нас еще и карты нет местности этой. Может, что-нибудь попроще здесь будет? Сейчас на тебя все патроны потрачу. Какие же они живучие. Так, что там у нас, лев? А не помните, что было у льва? Я что-то помню, были рыбы, кажется. А, тут нет рыбы. Или вот так было? Наверное, скорпион был. А, нет, была стрела, я помню, здесь.
Может, так было? Тут, наверное, что-то другое, да, уже? Потому что не будут же они делать одинаковые этот. Кровь исчезла? О, смотрите, пропала. Пропадает, оказывается. А то костюмчик заморали мне. Леон Ким Кардашьян. Ой. Так. Ну-ка, пойдем на ту сторону. Значит, надо искать где-то от льва. Опа. О, как раз покушаем. Чуть-чуть хотя бы, пусть легче станет. Так, ну это мы все уже 300 раз читали. Тут сейф, ладно. Ну-ка. Нет. Ладно. Блин, это же опять по канализации придется бегать. Знаешь, канализация это не самое страшное, не самое мерзкое, чем ходячий за тобой огромный, блин, мужик, которого фиг убьешь. А чё тогда? Куда нам? А, ну, оттуда, наверное, по офису, скорее всего. Так, здесь тоже есть цветочек. Ой, патроны еще. Ну, предметы лежат, в принципе, одинаково. Какого? Ну, так зато веселее. Что мне не понравился этот звук. Там что, лизун, что ли? У нас же нет дробовика. Я не хочу с ними пукалкой драться. С ним, точнее. Так, О! Появилась. А, ну, это первый этаж, оказывается. Блин. Что делать-то? Хелен после 4-го спуска в канализацию. Разбираюсь в дерьме недорого. 4-й раз мы уже спускаемся. Разве не 3-й? Бедный Леон. Ладно, давай. Ой, ай, я так и знал, я же говорила. Да ну, иди ты в жопу. Нет, 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 я с тобой так не буду драться. У меня ничего нету. Они издеваются, что ли? Я что, с ними должна вот с этой пукалкой? Я же их миллион лет буду бить. У меня хотя бы дробовик, там, не знаю, гранатомет, как у Клэр было. Я проверяю вариант, где ты еще за Клэр решишь тут бегать. А, точно, да. Блин, точняк. Мы же еще из-за Клэр надо потом. Но дробовик мы получим только... О, давайте поверху пойдем, оттуда. Вот отсюда сверху. Тут же открыто? Да.
Да почему я же нажала на пробел? Леон, блин. Ну, жопа ты волосатая. Там еще цветочек стоит. Как раз на матрас. И не вставай, я сказала. Черт. おいおい Ой-ой. Ямите. Странно, почему Леон не говорит ямете. А, сказал это Леон. Ямете. Ой, блин, что я говорю? Странно, что Клэр сказала ямете, а Леон не говорит ямете. Ямете, куда ты? Там, наверное, что-то... Разная стилистика какая-то, что ли? Типа только эти девушки говорят ЯМТ. Или что, я просто не шарю. Тут где-то было окно, вот. Что-то это окно закрыть. На всякий случай. И еще где-то было открыто. Ну ладно. Ну, на втором этаже навряд ли, только на первом. Ой, а куда этот ушел? А, вон он идет. Опять артрум. Нет, надо находить книжку. О, дробовик. Найс. Так. Антона. Киде, суки. А чё, здесь же закрыто? Мы не... Всё, теперь клизунок. Падай. Гнида. Так. А что здесь тут? Огонь. Осторожно, Леон. А, смотрите. Очистился. Блин. Так, а мы... В мастерскую мы никак не можем попасть. Только посюда. Ну-ка, а что здесь было? Так. Нет, здесь сейф-рум. Может, этот возьмем? Че, возьмем этот? Ой, зачем я положила? Так, давай-ка я тебя положу на время. Не, ну а чё? Не дали мне ничего, понимаешь ли. Я еще должна с ними голыми руками драться? Чё, издеваются, что ли? Ща как пойду. Ща как сделаю. Найс. Ща как будет Stars. Трясется, еще лежит.
Тут же ничего нету, да? Вроде никогда ничего не лежало. Ну чё? Гнида. Паскуда, тварь. Что еще есть кто-нибудь? Ой, смотрите, кровяка появилась. Прогрузилась. Так, крестовые ключа у нас нет. Будто не по участку бегаешь, а по заброшенному особняку мафиози. Леон Кеннеди, ты должен выполнить задание. Убей всех лизунов. Увидишь. О, карта. Наконец-то. Ну по 3, да, все. Так, все, нам это больше не надо. Еще есть лизуны? Блин, опять реально то же самое все. А, помните, я здесь обосралась на предыдущей этой? Там же лизуны были. А здесь еще нету? А, так. Так, тут крест. Надо этот положить. Базуку. Локтор Рум Кап. Что это такое? Ну, голос главы мафии у тебя есть, осталось ею стать. О, себетошек, но у нас места нет вроде. А, можно с этим соединить. Такая хорошая получилась. Там закрыто, наверное, да? А, во! Там точно дробовик? Вот. Не, ну это вообще нечестно, а? Не, ну что это такое вообще? Ну вообще. Так, ну опять эти кнопочки сраные забирать. Как будто малыш. Это тупо мой кот, который этот врывается постоянно в дверь. Ты куда? Ну что с тобой, в догонялки играемся? Да блин. А чё он от меня убегает? А, вот он. Надо. Со. Базука за спиной. Так. Нет, я не успела закрыть. Ну так нечестно. А чё он так сразу ворвался-то? Обожаю, когда голова взрывается. Не у меня. Все-таки здесь оставили сохранение. Так.
Надо дробаш взять. Ой. Ой, господи. Так. Дробовик. Надо еще в этом, в офисе там взять. Вещи. Так. Пу-пу-пу-пу. Ой, ладно, короче, это положим. Пу-пу-пу. А, почему? Так, ну ладно, у нас уже есть. Надо дробаш взять. Дробаш. Тут биточек тоже. Доска. Ой, ой, какая злая. Злая тетя. Тут он еще спускается, что ли, еще? Здрасте, принцесса. Не надо мне свою руку протягивать. Сам спустишься. Я, наверное, с ума схожу. Я вспомнила эти сцены в фильмах, где девушка наряжается и потом с лестницы спускается. Такая вся красивая. Не знаю, я уже с ума схожу. Я играю в это уже 3-й раз. Так, тут был цветочек, я помню. И все, кажется. Так, кто у нас здесь? А, вот эта шняга, кстати. Блин, я забыла, прикиньте. Я же помнила, но я забыла, где он именно выскакивает. Блин, еще и за Клэр надо будет потом, да? Ёлы-палы. Ёли-пали. Леон, что с тобой? Так, пойдемте-ка, знаете куда? В самое начало. Ой, тут книжка какая-то лежит. А, понятно. Так. Это пока положим. Дробаш надо взять. Это пока тоже положим. И все. Надо взять дробовик. Так, где дробовик тут? Первый раз, кстати, за все прохождения ко мне зашел сюда зомби. Я думала, тут сюда никто никогда не зайдет. Так. Двойки у нас нету. Мы не сможем взять. 102, 103. Так, 106 можно пленку взять. И 109 патроны. 106. Ой. И 109. Ой. Прямо сейчас можем посмотреть. Угу. Так, все. Что, реально надо было, наверное, человую музыку оставить, да? Типа играть уже на чиле. На расслабоне. Сразу этот сделаем. Всё.
Теперь мы знаем, что от статуи нужна книга. Так, надо сохраниться, наверное. Леон 2. Я не туда нет, нет. А где было этот? Оно в том крыле, оказывается. Тогда... А что это так кровь? Странная прогрузка крови. Когда к ней подходишь, она прогружается. Не надо чил музыки. Я вижу, ты еще тут пугаешься. Ну, блин, резких моментов кто не пугается? Это же неожиданно происходит. Так, здесь вроде были пули. Да. Всё. Граната. Крестовый. Ой, крестовый, говорю. Червовая дверь. А мы не положили, да? О, сейчас, кстати, можно сделать. Еще бы там сделать. Но пока не находила я. Вот тут уже сделано. Нормально, нормально. Лежишь, да? Жареный шашлык. Так, сейчас надо взять вентиль. Всякие там штучки-дрючки. Хотя, наверное, не влезет все подряд. Ну ладно. О! Чего? Бедный 4 снаряда получил. Ща я этот убью тут кое-кого и посмотрю, кто мне там кинул. Сумасшедшая. Как вы меня терпите, а? Блин, надо этот сходить еще. Кое-куда. Ой, что у меня не прогружается? О нет, не прогружается. Так, вентиль. Берем. Так, это ладно, потом возьмем. А то места не хватает. Так, ладно, я так посмотрю у меня, потому что там чуть не загружается. У меня пока второго монитора нет, поэтому так, такие дела. Простите. Шо за плохие слова тут говорят? А я думала, что такое сказали, не поняла. Мурат, спасибо. Спасибо тебе за 300 рублей. Так. Чё, человую музыку включить или не надо? Ой. Уф. Ой. Черт. Нянь. Не знаю. Может, так, чисто для прикола. Мы же все-таки уже в 3-й раз играем. А то я уже у нас ходить начинаю. Картошка просто уже от игры подустала. Думаешь? Мне интересно. На самом деле, просто я думала, тут что-то будет новое, а тут опять то же самое, блин.
Чё, давайте включим? По приколу. А чё нет? Я вот эту музыку... Прости, музыка. Я тебя очень люблю, но... Где тут громкость эффекта? Фоновое изменение громкости музыки. А. Да, все. Чисто ты знаешь, что такое безумие. Сейчас я включу музыку. Та-ди-ди-та-ди-ди-до-до. Ди-та-ди-ди-до. Дин-д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 о. Ди-ди-да-ди-до-до. Ди-да-ди-ди-до. Ладно. Так. А какие есть фэни мюзики? Пойдём. Шиш наш нафиг. Ой, не могу. А, вот здесь я хотела закрыть окно. Под его бег подходит. Ой, не могу. Так, да. Мы это все знаем. Так, где это было? А, на втором этаже, да? Ой, не могу. А, да, на втором этаже был. Ой. Особенно от этого убегать, наверное, весело будет. Под такую музыку. А это идеально подойдет, когда от тирана бегать будем, да, вот я только что сказала. Он сейчас упадет. Упаль. Ну, бери. А здесь что было? Ой, куда, где музыка попала? А, другое что-то началось. Здесь же обычно появлялся этот. Кстати. О! Так, надо приготовиться. А то сейчас вдруг появится реально. Вот тут появлялся же этот. А он почему-то там внизу был. Так, блин, не помещается. А что с музыкой? Почему она такая тревожная стала? Было же весело. Это что? О, найс. Найс. Так, здесь этот... Ладно, не поместится пока. Так, а что у нас там? Опять тот же пистолет, который был? Да, вот смотрите. Ну теперь-то мы можем использовать уже, я уже знаю. Вот до этого... О! Записка Клэр. Леон, надеюсь, ты прочтешь это. Участку конец. Уходи отсюда как можно скорее. Обо мне не беспокойся, я справлюсь. И о моем брате тоже не переживай. Думаю только о том, как самому спастись. Вот там чё. О, батарейка, кстати. Так, ладно, мы о ней уже знаем. Это западный, да, был? Так, давайте я лучше музыку поменяю на этот человек, который...
А когда тиран появится, я поменяю на вот эту, которая в начале была песня. Мне она понравилась. Так, сейчас. А какие еще есть? Space, Lo-Fi, Hip-Hop. О, а может такое? Ой. Или такое. О. К одежде Леона очень подходит. Ждем тирана. Да, теперь тирана будем ждать. От него убегать. Так, ну все, чилим. Расслабоним. Так, вот это мы потом возьмем. А чё я так пошла? Там что, закрыто было, что ли? О! Как раз! Ну-ка, 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 ну-ка. Блин, почему он только сейчас появился? Черт. Так, 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 так. Блин, теперь весело стало. Ой, 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 не застревай. Догоняй, дядя. Ой, 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 дядя, дядя. Я пошутила, дядя. Не-не-не-не, дядя, не догоняй. Слишком быстрый дядя. Не-не-не, дядя. Где дядя? Опа. Ой, нет, нет, я пошутила, дядя. Дядя, нет, пожалуйста, дядя. А чё он так? Мы даже не приготовились к этому. Ой, мамочки, ничего себе. Он прям нам в попу дышал. Чё, догонишь, дядя? Ой, а он умный. Новая песенка началась. Так, ладно. Ой, там же закрыто. Ой, хорошо, что... Ой, ой. Ой, ой, ой. Дядя. Не надо, дядя. А куда мне идти? Давайте назад пойдем. Не дал починить. Только, блин, включила человую музыку. Так, ладно, сделали обход. Сейчас побежим туда, куда мы бежали. Ой, страшная музыка. Нет, музыка, пожалуйста. Не надо. Нет. Не надо. Не надо, дядя. Ой. Так.
Может, на 3-й этаж пойти? М? Как думаете? Так, мы его здесь застали. Ух. Так, так, так. Ага. Тут уже ничего нету вроде как. А откуда он здесь вышел, если здесь все закрыто? Чуауа. 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 Не слышите этого? Он нас потерял, да? Надеюсь, что потерял. Чуауа. Чуауа. Ну-ка, сверху может отстреливаться, блин. Да куда ты пошел? Сейчас, прикиньте, этот вылезает. Урод. Главный. Куда они пошли? Блин, тут так опасно стоять у двери этой. Здравствуйте. Смотри. Эй! Так, ну мы можем тогда... А нет, не можем. Так, ладно, давайте-ка на 3-й сходим. Здрасте. Блин, окружили. Ой, блин, капец. Где он? Мы обратно вернулись. Ай-яо! О-хо-хо-хо. Этот стоит, ждет. В свою очередь. О, это что? Блин, там что-то было. Надо в этот сходить, на 1-й этаж. Там, короче, это взять.
Он же не будет заходить в свою комнату. Я вспомнила мем, где там этот... Леон, короче, такой заходит в сейврум. И за ним этот тиран ходит. И сейврум такой. Тиран. Так, а у нас еще, оказывается, ножик был. Так, вот это надо... Пух-пух-пух. Так, ну все, наверное, больше. А все остальное надо. Так, ладно, я сейчас приду. Стул постримит. Что там, цирк какой-то? Блин, еще двери надо идти открыть. Пиковые. Цирк какой-то начался. Что за цирк? Ну-ка я включу его. Музычка мемная. Спасибо. Мусор такой лежит. А, это этот. Это, оказывается, вот эта шняга. А я такая думаю, что там, что за деревяшка какая-то двинулась. Так. Видите, не заходит. Так, сохраняться надо, нет? Хранимся здесь. Так, нам надо сейчас за батарейкой, по идее. Еще открыть надо пиковые двери.
Можно сейчас вот сюда забежать и здесь пиковую дверь открыть, если этого урода там нет. Чё, этот будем брать? Миниган. Или так побегаем? Если музыка слишком громкая, скажите. Я еще потише сделаю. Что-то нету вроде. Блин, опять эта загадка. Чилим, расслабоним. На чили, на расслабоне. Я похожа на этого, который... Как этот фильм называется? Белый. Я думала, это тиран ломится. А больше там никого не было? Ну чё, где тиран? Смотри, как это свет странно падает, да? Это что влияет на это? Качество теней? А, нет. Нет. Качество теней тогда. Средняя. А, вот. Высокая пускай будет. Все. Блик в объективе. А это что такое? HBAO. Объемный свет. Что за объемный свет? Отражение в экранном пространстве выключено. А это обязательно? В принципе, оно не влияет. Что за трассировка? Она выключена. HBAO — это высокий параметр для NVIDIA видеокарт. Вот, теперь нормально стало. Это было дурацко. Вот это отражение дурацкое, да? Надо ее лучше отключить. Ну так лучше же. Ой, слышу, кто-то идет. Слышу, как идет. Ой! Все, поняла. Да блин, вы достали. Мне до вас нет дела. У меня тут проблема побольше. Не подходи ко мне. Не подходи. Да. Лучше уходить отсюда. Она же нам сказала уходить. Может, реально уйти? Нам обязательно эти загадки решать?
Нам надо эти пиковые двери открыть. Так, здесь ладно. Так, ой, это бубовая дверь. Ой. А во, кстати. Нет. Так, нам надо батарейку надо было взять. Батарейка, батарейка. 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 Все, батарейка готова. Что еще? Цветочек у нас тут. Хилка, USB-шка. Все вроде бы, да? Сейчас нам надо... А, я книгу пропустила. Ну ладно, сейчас. Нам надо сейчас идти в жопу. Так, где она? Блин. Где была это? А, там, где библиотека. На втором этаже, кажется, было. Да, да. Сейчас нам надо тогда библиотеку на второй этаж. В общем, там должно быть. Надеюсь, он сейчас не выскочит. А это какой этаж? А, это и так второй. Блин. А как было в библиотеку попасть? Я забыла. Ням-ням-ням-ням-ням. А, вот так можно попасть. Только на ту сторону надо. А, вот она. Так. А, не на втором, на третьем этаже она. Так, и она вот здесь. Вроде как, да. Вот бы тут тиран этот встал сюда. Че, он реально теперь будет нам мешать? Я думала, он сзади. Почему-то так показалось. Чё? Чё? Кто? Я не понимаю. А, на, лежать. Ой. А он же сюда не попадет. Там же закрыто этот. Так. Ой. Где этот блокнот? Ой. Овен. Арфа, птица.
Чё, где этот лизун? Ну, нам бы открыть бы, конечно, но там этот ходит. Жестко топает. О, блин. Сейчас. Что такое? А, это этот зомбак. Даже не попадаю. У меня что-то как-то этот... Как-то вот так вот и все. Я просто думала, сейчас лизун появится, но его нету. А этот там ходит, он походу сюда хочет зайти. Но вот тут закрыто этот шкафом. Ты заколебал. Чё в таком узком, что ли, Чё, по-другому, что ли? Мгм. Ну ладно. Ой. Конечно, открыть бы лучше надо было. Ну ладно, пускай закрыто будет. Вот это что? Дисковый замок. Мгм. Так, книжку надо взять. Пиковую дверь открыть. Тут еще пиковая дверь. Для книжки место есть? Надо сейчас, короче, вниз вставить диск, потом пойти за книжкой, открыть все пиковые двери. Леон, возьми патроны, пожа... А, это порох. Всё. Зря быканул. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Найдите второй сценарий с самого начала. Здесь вроде пиковая дверь, да? Да. Вот, артрум. Да-да-да. Так, все, мы, значит, открыли себе проход. Вроде только недавно проходила, да, и уже этот каша в голове.
Обожаю, когда голова взрывается. Так, пиковая дверь где еще была? А что нам надо было, я сказала? А, красная книга нужна, точно. Так, ладно, побежали опять наверх. В библиотеку. Можем так пойти. А, нет, шутка. Так. Сколько мы уже? Час. О. Так, книжка. Так. Теперь туда, в этот арт-рум. А где оно было? Придется так, наверное, пойти. А, она была тут. Все. Мы же там дверь открыли. Оно было на 2-м этаже. Так. А чё, где этот придурок? Куда он пропал? А, только, блин. Только подумала, и тут появился. Интересно, он сюда зайдет? Я же тут все-таки загадку решаю. А это вообще обязательно было? Я что-то не помню. Блин, малыш. Надо это... Гнида. Мы взяли. Опять то же самое. Сейчас тетя Лена злиться будет. Ой. Что там было? Арфа была? Так, это я открывать, короче, не буду. Спидран. Тут записка. Ня-ня-ня. Всё. Бесите уже. Так. Все. Побежим так или так? А, нет, так лучше.
Ну, там будет... О, да. А, тут я уже открыла, что ли? Кольцо надо. Ой, медальон. Так, и сейчас надо та-та-та-та. Наверх. Потом надо взять книжку, потом пойти на запад. Так. Берем книженцию, потом... и готовимся к нападению лизуна-пердуна. Он как-то теряется, да, этот? Еще так внезапно напал. Еще этот миллион лет открывается. Ай! Ничего себе. Весь в крови. Еще один. Ай, как же вы меня достали. Ой, так. Чё? Я положила? Да, положила. Мне бы этот найти. Сундучок. Ой, а там какая была? А, у нас пиковое все. Так, ну все. А что я делаю? А, я же этот хочу найти. Так. Мы такой огромный круг сделали, ну ладно. Так. Коробочка. О, можем сейчас в этот пойти. В офис Старс. В офис Старс можем пойти. На втором этаже он. Угу. Можно так пойти. А если с базуки этого тирана, интересно?
слишком сильно, да, наверное? Опять я его слышу. Он же сюда вроде не заходит, да? Это что? Громовой ястреб. Помнишь, да, картошечка? Мы тогда этот собирали на громового ястреба вот как раз. Ой, блин. Мы все это время собирали оружие, а я еще думала, когда она появится. Так, ну это мы читали, это от Криса Редфилда. Когда за этот играли за Клэр. Так. У нас очень много оружия. Мест нет. Кнопочки где были еще? Нам надо вот эту коробочку взять. Так. Сейчас тогда бежим вниз. Все вещи положу. Ну, не все. Надо, чтобы коробочки это место освободить. А этот придурок где-то отстал от нас. А патроны к нему есть? 50 АЕ. Это чё, это револьвер. Точно. Вот кто это. Матильда. Вот этот прикольный пистолет, мне нравится. Блин, от этого мест нету вообще. А там этот придурок ходит, ну ладно. Будем просто бегать от него. Или чё? Ладно, просто будем бегать тогда. Пау, пау, пау. Так, ладно, сохраняться не буду, наверное. Сейчас что нам надо? Коробочку взять. На второй этаж надо. Ладно, от этого придурка тогда просто убегать придется. Специально его сделали еще, чтобы он нам мешал. Я уже боюсь, думаю, что сейчас этот появится, лизу. А здесь что было? Seriously? Обратно бежи. Симулятор ходьбы. Беготни от тирана. Интересно, есть такой симулятор? Где там просто от тирана убегаешь? У меня тут еще какой-то прикол был. Что за рекорд? Победите противника ножом.
Модель боевой нож. Живая электростанция. Убейте врагов из электропушки. Убейте врагов из револьвера. Убейте врагов дополнительным оружием. Дополнительным. Модель Лизун. Награды еще какие-то. Прикончите 2 противников одной пулей или одним выстрелом из дробовика. Наброски Raccoon City D. Что за Г, молодые? Выпустите максимальный разряд, зарядив электропушку до предела. Убейте сразу 3 врагов дополнительным оружием. О, мне тут какие-то награды дали еще. Пишите... лишите лизуна возможности слышать. Чё? Шум в голове. Гранату на него бросить. Обездвижьте зомби-растения, стреляет только по пузырям. Мы вот это не делали, кстати. Самый проворный шпион. Что это такое? Юная беглянка. Лишнее время. В одно мгновение победите супер-тирана за 5+ минут до взрыва. Супер-тиран противотанковой ракеты. Откройте электронный замок на двери камеры за определенное количество ходов. Никакого сопротивления. Электровиртуоз, чудо-женщина, химик. Заполните картридж в испытательной лаборатории за определенное количество ходов. О, Господи. Бой-баба. Соберите все оружие в компании за Клэр. Полные карманы. Соберите все детали в компании за Леона. Полный рюкзак. Соберите все детали в компании за Клэр. Что-то тут не до конца. Чуть не хватило. Вымирающий вид. Уничтожьте мистеров енотов. О, 10 из 10. Найс. И что-то... Ранг S в хардкорном. Ничего себе. А что за... А что за награды? А где эти награды посмотреть? За Леона 10 часов играли, капец. Побьем, интересно, рекорд. Так, костюмы нет, это не то. А как посмотреть награды? Ну ладно. Что там будет этот опять тайное убежище, да? Лев. Корона, огонь, птица. Корона, огонь, птица. Корона, огонь, птица. Корона, огонь, птица. Ни хрена себе, какой он мощный. Ястреб этот. Охренеть. Класс. РМР. Ой. НЕД.
А, блин, этого нет, что ли, пистолет? О, наверху бегает. Так, куда я сказала нам надо? А, вот здесь, кстати, сейф есть. Надо его открыть. А, лева же я хотела. Там, блин, этот урод. Ладно. Пойдем-ка так. Сейчас он спустится. Сейф надо открыть. Ну тут этот придурок мешает. Сейчас в сейврум. В сейврум этот. Это положить надо. Это положим. Так, ты меня достал. А, сюда не заходит он. Чё, не можешь, да, зайти? О, какой злой дядя. Ой, ничего себе. Только обернулся страшно. Ты куда? Че, куда пошел? Куда пошел, интересно? Ну куда он пошел? Странно. Ладно. Так, нам надо сейф открыть. Здесь. 9 налево, 15 направо, 7 налево. О, найс. Красота. А что еще здесь лежит? Что мы еще пропустили? Опа. Ага. Ходит там. А что здесь еще есть? Еще на красное. Я же все сделала, вроде открыла все. Странно. А, шкафчики точно. Все. Вот теперь все. Так. Мы...
Еще вот эти бы вещи взять. От шкафчиков надо эти найти. Тут еще вещи надо взять. А, лев. Так. Интересно, он ушел? То будет нам мешать сейчас. Интересно, а если, ну так, набирать? Там же время останавливается. Корона, огонь, птица. Все, последняя осталась. Последняя где была? А, лошадка была. А почему мы ее пропустили? На каком этаже было? На втором, да? А, да, вот здесь было. Так, ага. Лошадка у нас. Ой. Люди. Чё? Люди, весы, что-то там еще. Змея. Мгм. Надо бы их убить, потому что они будут мешать домкрат делать и двигать. Так, ну все, поехали. Ой, так, можно уже успокоиться пока. Остальное я потом соберу. Мы же все равно сюда вернемся. По-любому. Опять то же самое. Блин. Ай, забыла мылом. Интересно, а тиран может сюда попасть? Вот сюда вот. Это же как сейф-рум считается. Ой. А, это для Матильды. Все, ладно. Так, больше тогда делать не буду порох. Потому что у нас патроны уже другие, блин. Так, ну все. Хотя ладно. А, там же будет этот придурок, да? Давай вот это возьмем.
костюм вообще самоочищается. От крови, от этого. От канализации тоже самоочистится, что ли? Вот, смотри. А, нет. Чё? Ничего себе. Вот это да. Хорош. Тут закрыто? Мгм. Ну, конечно. Чё будет открыто-то? О, пригодится. Сейчас кинем в него. Тут же девочки не будет у Леона. Тут нету ничего. Я уже в какой раз тут проверяю все время. А я... Господи. Мне некогда с тобой возиться. Все время куда-то падает, блин. У Леона все так строго, так это. За мной кто-то наблюдает. У Клэр все так мягко, так как-то жалеют, как будто бы ее. О, черт, не помещается. Блин, а что делать, не помещается? Да. Еще этот мужик появился так резко. О, появилось место. Так. Чё, погоди-ка. Так, где еще был цветочек? Ладно, прощай, цветочек. Такс. Вот. Она сейчас не упадет же. Мне все время теперь кажется, что лестница упадет. Как в тот раз. О, там вроде был цветок. Да, вот цветок. Еще патроны, да, здесь? А, порох, окей. Ну, мы еще сюда вернемся, наверное.
Наверное. Так, тут лестница, там скоро будет ада. Ада. О, найс. А, мы кнопочки не нашли. Ну, может, потом найдем, чтобы сумку все открыть. Да? Так, пойдем-ка возьмем эти травушки, муравушки. Вот травушка. Здесь порох. Там еще внизу. Да. Так, где была эта трава? Да. Все. Теперь лестница. Гранаты положить, наверное. Слишком узкие штаны. Ну, костюм нравится мне. Я бы сейчас сама бы пиджак надела. Так, порох больше не с порохом не делаем, надо с другим порохом, первоклассным, который... Потому что он делает обычные пули на Матильду. Матильдой мы уже не пользуемся. Мы пользуемся громовым ястребом. Классная пушка. Все время забываю, что у него здесь заставка идет. Сейчас придет Ада. Почему на Аду нельзя сделать костюм? ダメだカードキーがいるマジかよそう離れろ Причем 誰だ Кто это? 気を抜かないで Будь настороже. 銃を下ろして Опусти оружие. FBI よ どうも Прошу прощения. ご協力 Спасибо 感謝します за помощь. よくここまで来られたわ Не ожидала, что вы заберетесь. FBI だって何が ФБР, значит, что тут происходит? それ Не は могу 機密 сказать, 情報 информация どこへ行く засекречена. んだ Вы куда? 自分の命が惜しい Сделайте себе одолжение. くだらない Перестаньте задавать 質問をして вопросы и ここを出る убирайтесь отсюда. Ой! Эй, я с тобой еще не закончил.
Тут коробочка должна быть, лежать. А в этой коробочке лежат ключи от машины. Вот она. Так, там что было? Там была вот эта фигня. И все, кажется. Да? Какой он классный, этот ястреб. Патроны тут. Всё. С одного удара. Блин, патроны на револьвер надо, короче, этот собирать. Так, а как там было собирать? Каким порохом надо было делать? Ой. Ой. А, это на Матильду. Не, Матильдой мы не пользуемся. Ладно. Что у нас там были за какие-то эти голоса? А, тут питомник же точно. Можно совместить с порохом, чтобы создать патроны для дробовика. Из 2 щепоток можно также создать патроны для револьвера. Ага. Так, нам надо патроны для револьвера. Блин, опять это. Дурацкая локация. Ща опять будут тараканы. Вкусные. Привет. Привет, привет. Ой, а что тут пусто? Ты... Арт, как мне отправишь?
Типа мы его заранее убили и все, да? Я отправила в Дискорд. Я не видела. Ты, наверное, может, что-то неправильно делаешь, потому что у меня уведомления не было. Так, сейчас я посмотрю еще раз. О, вижу. Все. Все увидела наконец-то. А что-то у меня уведомление не приходило. Она же не приходит. Да, только когда если выделяешь, приходит. Все. Блин, круто, спасибо. Очень красивый арт. А ты у меня же спрашивала, помнишь, про юбку? Я думала, ты меня в полный рост рисуешь. Ты решила так, да, сделать все-таки? Так. Не получалось. Ну ничего. Нормально. Так. А ты как рисуешь? Через графический планшет, да, или на планшете самом? Ой. Так, момент. А то эти собаки бы выбрались бы еще. Сейчас вроде должна собака напугать, кажется, если я не ошибаюсь. Через обычный планшет. Окей. Что-то собака меня напугала. Ладно. Так. У нас теперь появился бобовый ключ. Пойдем-ка. Ну-ка. Сейчас вот сюда вот. Да, вот. И тут цветочек, что ли, все? Еще и пленка. Так, ладно. Блин. Мест нету. А где у нас был еще сундук? Вот черт, его тут рядом нет. Ладно, пойдемте к Аде, наверное, уже. Что-то меня эта музыка так успокаивает. Может, переключим какую-нибудь другую? Вам, наверное, тоже надоело это слушать. Что-то слишком челово как-то, да? Знаете, какую я хочу музыку послушать? О, не знаю даже, сколько будет идти. По мере моей усталости. Ой. Блин.
Чё я ввела, господи? Чё за звуки? Да-да-да. 次は何？Так, все вроде бы. Умер. Здесь мы еще долго не включим. Не работает вроде. Да. Сейчас будет кат-сцена. 誰だいや、信じられん普通の人間だはいやあ普通の人ずっとここに。ああ長かった残ったのは俺たちだけいや、まだ何人かいる。はあそりゃいいニュースだあ、アイアンズの使いじゃないよなアイアンズ社長のことか。まだここに。 Шеф. 誰かに食われた Шеф Айронс. Вот этот どういう。 урод. あいつにぶち込まれた Это он меня тут 理 оставил, 由があっ урод. たんだ。ああそうさ Реально урод. やつの不正 Я を собирался дать его лживую задницу со всеми потрохами. Я бы его на его месте тоже тебя. な Слушай, 取引して предлагаю сделку. ここを開けてくれ Открой камеру и получше это. У парковки ты без этого не выберешься, уж поверь. それは無理。 Извини, не могу. Сначала нужно поговорить с шефом. あんた Ты понимаешь, что мы оба здесь заперты. お互い助け合って И мы либо объединимся и поможем друг другу, либо... Черт, おい、 начинается. Что? 何が来たんだ。 Что начинается? 逃げるぞこいつがいるんだろさっさとここから出してくれ 嘘だろ。 А он не мог ему этот отдать. Сам же все равно этот. 誰だ。 Он бы вот так кинул. 私を Пока вот так. そんなもの向けないで一体何が起きた Я んだ。 даже не понял, что произошло так 一瞬のこと быстро. で。ここを出るように Я предупреждала, что надо убираться отсюда. Ты же не хочешь закончить как Бен, 知 правда? り合い。 Вы знакомы? 情報提 Он 供 был して моим информатором, помог мне в расследовании. それじゃこの Значит, 男 он говорил правду? また何も Эй, 言わずに хватит 行く уже のかよ。 молча от меня уходить. 名前すら知 Я らない。 даже имени вашего не знаю. 俺はレオン・ケネディ。 Меня зовут Леон Кеннеди. 出口を探す Найди выход отсюда, Леон. Пока не поздно. Потом поговорим. また話しましょうエイだよ А я Ада. 取引成立か。 Уговор есть уговор. 一体何が。 Ой, не могу. Блин. Это мое лицо после... Мое лицо после 4-го прохождения Resident Evil. Нужно найти сундук, чтобы положить туда вещи.
Вниз, что ли, бежать? А, рукоятку надо было, точно. Блин. Начали уже. Опять YouTube этот сделает авторские права сраные. Так, что-то этот траву, может, выкинем, а? Ну, что делать? Больше ничего не сделаешь. Вторая серия будет, да, завтра. Завтра будет. Сегодня у нас стрим. Завтра будет вторая серия Бенди. Качество уже будет нормально. А то там пикселявое, все такое было не очень. Я надеюсь, вот это видео, которое сейчас идет, оно тоже будет в нормальном качестве. А то тоже записалось так пиксельно. Сейчас собака должна выбежать, кажется. Где собака? Не поняла, где собака. Так. Что здесь? Ничего. Звук был. Да блин, ну елки ты палки. Звук какой-то мне не нравится. Собака сейчас как будто выбежит. С видосами все норм, можно в настройках на ютубе настроить, и посмотрю видео, уже не будет мульно. Нет, ты меня не поняла, я насчет записи. YouTube, да, он сжирает видео, но просто можно... Где-то собака рычит. Просто можно делать еще лучше видео. Где она рычит? Блин, ничего не помещается. Ну что за жопа такая, а? Малыш, что за жопа такая? Может побежать к этому, к сундуку вонючему?
Короче, к сундуку пойду. К сундучку пойду. Ой. У-у-у! Ну, собака откроет дверь? Собака дверь не умеет открывать. Откуда эти собаки? Придется бежать к сундуку. Вниз. Ничего не помещается. Бедные собачки. Это были полицейские собачки. Так, давай, наверное, положим. Так, вот это точно надо положить. Блин, вот этот пистолет много места занимает. Беру, наверное, его. Так. Так, а если вот это и вот это соединить? А, блин. Ну ладно, нормально. Нам бы патроны для револьвера. Сейчас, как назло, не будет, наверное. Не будет патронов. Ой. Шутка. Так. Угу. Все. Но револьвер вообще, конечно, классная штука. С одного удара. А в той двери там для Клэр локация. Так, у нас тут дверь открылась. Да? Да. Что нам надо было, малыш? А, взять эти. Траву, да, взять. Что ты там увидел? Да, зевает. Да блин. Ничего не надо. Самое время малышу лечь на мою мышку. А, вот точно. Вот это надо. Потом там травушка-муравушка была. Ой, она с той стороны. А что, здесь ничего нету, да? Нет. Так, трава. Чё ты так дышишь, Леон? Нельзя. Не трогай. Все. Так. Теперь нам надо будет возвращаться в полицейский участок, там находить часовую башню. В часовой башне будет этот деталь от электрощитка. Здесь нам делать уже нечего вроде как. Что за генераторная? А что в генераторной? Патроны, что ли, я оставила? Так, ну-ка, давай-ка проверим.
Сложно, много букв, много слов, а Леон все не спринтует. А Леон тут еще экстремал. А, вот, порох был, оказывается. Вот, теперь все. Так. А потом, ну, это... Потом мы включим тюрьму, двери откроются, мы побежим. Побежим за Адой. Засучу в рукава, чтобы зомби было легче пропустить. Так. Ну-ка. Тихо. Где была эта... Так. Мы там открыли дверь. А куда мы открыли дверь? Фиг знает. Так. Сейчас посмотрю. А где у нас была тюрьма? Ой. Не туда же? Куда Ада пошла? Так, я не поняла. Нет. Электрощиток. Где электрощиток? Карта. Панель управления электрическими дверями. А! Да? О! Ну как, пленку надо взять? Малыш, что ты делаешь? Опять воруешь у меня вещи со стола. Так. Все взяли, побежали. Сколько уже идет? 2 часа. Блин, успеем, не успеем на А. Малыш. Это малыш делает, не я. Нельзя. Ну-ка, нельзя. На, смотри, малыш. Да, вот, смотри, игрушка. Вот, на. Все туда бросила, иди туда беги. На, вот еще. Так, вот это положу, это положу. Все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, точно. Так, теперь сюда. Потом сюда. А, Леон же не знает, да, что этот шеф гнида. Клэр же только знает. Теперь бежим на ту открытую дверь, которую мы открыли. А мы не взяли карту. Леон, как так? Почему ты карту не берешь? Все вроде, да? Какая пусечка. Пусюшечка. Леон бегает, как 50-летний этот мужик. Медленно так. Леон Кардашьян. Зачем его таким секси сделали? Тут были по... А, я взяла их.
все, мне ничего не надо класть. Так, сохраниться надо было. И может тут 20 лет же вроде, да? Леону. 21. Такой молодой еще. В 4-й части там говорили, он уже такой задолбавшийся. Вспомнил то время, когда 1050 Ti был и проходил Ведьмака, ставил 900R разрешение, нагрузка меньше, конечно, была. А вот по картинке не сильно заметно. Да. А сейчас у тебя сколько карта? Ты тоже, да, кстати, игры проходишь? Или как? Сейчас тут будет зомби, кажется. Еще себе, он прям не попал по мне. А у меня вроде нету этот деревяшек, кажется. Я же не клала, да? Я Ведьмака, кстати, не играла ни разу. Стоит поиграть, как думаете? И сейчас 2600. Супер. Ничего себе. 260, то есть. Там какая-то новая вышла. 4060 Ti, что ли. Ты сдохнешь, нет, сегодня. Не, у меня нет, к сожалению, досок. Ну, конечно, надо 2 раза не попасть. Что, еще жив? Да блин, вы что такие, ну ты что, смотри, ну это что такое? Да не, пробовал стримить, но расписание было за какое. А когда ты стримишь нестабильно, как бы нет особого смысла. Да? Ой, смотри-ка ты. Ну да, по сути. Я стараюсь на московское время ориентироваться, поэтому я у себя начинаю в 9 вечера. 7, 8, 9 обычно как-то так. И периодически день через день. Завтра, например, я записываю видео, послезавтра я опять буду стримить. Типа так. Полезно. А у нас где-нибудь еще была доска? Доска. Я не помню. Блин, тут же этот урод ходит, я забыла, прикиньте. Нам надо порох взять, вот это все взять. А, кстати, сейчас как раз сюда идем. Да, все-таки это было полезно сделать. Лишний геморрой. Так, и еще порох там лежит. И какие это будут патроны? На дробовик опять?
ладно, пускай. Лишнее не бывает. Так, теперь нам надо эти бубовые двери открывать. Бабабуи. Где они? Вот. А, бубновая, бубовая. Бабабуи. Это надо на второй этаж сейчас. Нам надо было, знаешь, что взять? Пулемет. Да-да-да. Здесь вот что-то смотри. Что это такое? Сходим-ка туда, посмотрим, проверим. Боюсь, что опять будет этот. Я же говорила. Я как чувствую прям этих моих сладеньких. Идем. Сундук. Где был сундук? Сундучара. Ой. Ладно, пойдем так. Пускай. Сейчас выберется, наверное, да? До сих пор, смотри, не может открыть. Ой, я потеряла, я думала, этот пропала куда-то. Блин, досок нету. Чёрт. Досточки бы пригодились. Я не на то окно доску прицепила. Ну, хотя, может, если бы я на то окно прицепила, он, наверное, бы с другой стороны появился бы, да? Так, один уже поджаренный лежит. А я думала, эти лизуны, думала, тут. Блин. Я почему-то думала, лизун есть здесь. Так, это крестовая дверь. Еще тут окно открыто. Блин, а я думала, тут лизун. Ну ладно. Ой. Иди. Опять то же самое, блин, как в тот раз. Помните, да? Вы, наверное, помните. Я же говорила. Я же говорила. Сволочь. Ой, блин. Так. Ну почему там сундука нет в этом главном зале? Дурацком. А в какой стране ты находишься, если не секрет? В игре или в реальности? Вот здесь где-то был сейф маленький. А, его тут нету. Смотри-ка ты. Блин.
Так. Что у нас по заданиям? А что в командном пункте, кстати? В реальном мире? В России? Странный вопрос. Здесь что-то есть. Я что-то пропустила. Нет. Зачем сюда? Что тут есть? А что я тут пропустила? Патроны! Ничего себе! Не люблю это место теперь. Я, наверное, когда буду за Клэр играть, я тоже это место забуду. По-любому. О, кстати, пленку надо посмотреть. Там, наверное, будет подсказка. ДСМ. Угу. Окей. Так, нам надо подлечиться. А то мы умираем. Сохраняемся. Обязательно. Так, что я сказала? А, ДСМ. Так. ДСМ это было на 3-м этаже. А у вас тоже есть такая привычка, когда вы играете и смотрите вот так? Типа вот так смотрите там. А вдруг там этот увидите, да, как будто бы. Что за дурацкая привычка вот эта? И чё, там патроны? О, крепаль первый класс. Боюсь, что здесь будет этот лизун. А как он так? Он чё, сквозь текстуры прошел, что ли? Ничего себе, он, конечно, крутой. Крутой лизун. Так, придется здесь это убрать. А чё, куда тиран пропал? Так, здесь еще что-то есть. Что еще есть? О, патроны. Угу. Так, сюда нужен Данкрат. Надо вот этих зомбаков убить. Ничего себе, он наверх стреляет и в него попадает. Ой.
попала, блин. Тварь. 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 Варяется скотина. ノックスやろう。 Посмотри как-нибудь Haunting Ground. О, у него мой ножик. Haunting Ground, окей. А там про что? Вкратце, если. Ой. О, давай-ка вот это пока передвинем так. По-человечески. Там, кстати, под одной патрон лежали. Наверное, на время надо будет немножко Resident Evil отложить, потому что уже я уже с ума схожу. И потом поиграем за Клэр. Что какой? В офис Старс нужно. Ну-ка, пойдем-ка. Офис Старс. Тоже можно сказать хоррор. Мне в плане атмосферы очень понравилось. Так, надо будет глянуть. Посмотрю геймплей. Вместе с вами посмотрим. А, уже никакой. О. Так, блин, места нет, надо доску куда-нибудь деть. Тут еще аптечка лежит. Куда можно? А сюда можно доску? А, нет. А, это же второй этаж. Че, на первый пойдем доску сделаем. Там где-то надо было, да, сделать? Блин, мы столько времени теряем вообще. На всякие эти загадки. Не, спидран все-таки, наверное, не получится. Я не успел. Жесули идет террор. У тебя есть канал с реакциями? Не, у меня это единственный канал. А чё, реакции так, да, популярны? Ну, да, это популярный, просто дурацкий вопрос. Просто я не умею прям реагировать, как вот некоторые блогеры такие прям... О! Но это не моя сфера деятельности. Моя сфера деятельности — это компьютерные игры. Конечно, как и все игры, на любителя, но геймплей там напряженный в меру. Лучше посмотреть, конечно. Можем тогда глянуть. А, ну-ка сюда пойдем-ка. А, нет, я же хотела. Ясненько. Но мы можем делать после, например, игр, делать какую-нибудь реакцию на что-то. Например, на какую-нибудь игру, вот как я сказала. Мы, например, вот сейчас посмотрим Haunting Ground после этого. Ой. Посмотрим на мою реакцию. Вот она вам реакция. Он сейчас, наверное, там окно разобьет, да? А, нет, смотри-ка. Все, теперь не разобьет. Так, ну все. А что-то этого нету, смотри-ка ты.
чуть Леона не сказала этого тирана. Леон. Куда он пропал? Так, нам сейчас надо в офис Стар забрать. Мгм. Потом нам... Давай-ка сразу, наверное, положим все. Сейчас сразу все положу. Ножик один положу. Патроны для револьвера сохраню. Револьвер это вообще прям штука классная. Его надо как-то грамотно экономить. Вы в начале стрима не были? Тут смешно так было. Ну, лично мне смешно было. Мы от этого тирана убегали под веселую музыку. От меня, кстати, кто-то отписался на ютубе. Тоже это интересно. Что этому человеку не понравилось? Что он решил нажать на кнопку «Отписаться». Я, кстати, вот от этой штуки не нашла этот. Может, гайд какой-нибудь кто-нибудь найдет? Где найти вот от этого замка подсказку и потом открыть? Может, я что-то упускаю, не вижу, наверное, или чё? Ты грязный, Леон, помойся. Ты воняешь. Тебе еще с Адой целоваться. Мы как-то раз находили буквы СЗФ. Там подсказка была, но таких букв нету там. На этом дверном замке. Вот. Зона отдыха. А что в зоне отдыха? Там, кстати, бубовая дверь, надо ее открыть. Что у нас здесь? У нас здесь порох и... Да. Постоянно разные этот. О. Ой. А как? А, вот так вот так. Просто отписался. Ну, отписался. Не думаю, что стоит об этом думать об этом, пока это не часто и не перевешивает количество прибывших. Ну, ладно. Да блин, что такое? Раньше так быстро получалось. О. Так. Теперь нам надо на... А что здесь? Чего?
Что я упустила? Лол. Так, кнопочку открыли. Побежали сейф открывать. Я, кстати, Discord сервер свой обновила, или как сказать. Короче, сделала его сообществом. Он у меня был просто как обычный. Вот. И там написала правила, чтобы не было как в тот раз, когда тот парень был. Так, а где этот код был у нас? А чё, мы не находили, что ли, еще? Да? Мы не находили. Мы нашли только от того сейфа нашли только. Блин, как вкратце объяснить? Джон Ред? Где? Музыка. Не знаю, это у меня радио хардкор играет. Наверное. Мне нравится. Мне нравится. Блин, еще здесь доску надо. Где-то доска была, кстати. Ой. Я не помню где. Сейчас посмотрю, кто это поет. Да, это Джон Ред, No Goodbye называется песня. Класс. Я мало знаю исполнителей. Поэтому мне нравится вот так еще слушать через как радио. Так, все. Продолжаем. Наверху у нас что было? Так, сейчас мы эту доску туда поставим, чтобы тот козел не попал сюда. У нас здесь зомбаки и так далее. Вот здесь у нас, кажется, была что-то типа... вот в этом как раз месте мы и встречаем тирана. Но он уже появился заранее. Он такой: привет, я сразу тут появлюсь, да, можно? Чё ты фонарик включаешь, потом выключаешь его? Вот этого, кстати, надо бы убить. Он будет нам мешать потом. Все, он упал. Блин, я надеюсь, здесь не будет лизуна.
А то в тот раз нас кое-кто напугал. А, у нас крестового ключа-то нет, оказывается. Точно. Где сохраняшка была? Нет. Так, это выход на улицу, там вертолет. Нам надо в часовню, надо этот. Все равно вот так сходить, посмотреть. Но я хотела. Я опять получу дробовиковую пули, да? Ну ладно. Так, ну ладно, тогда пускай так. Так, ну ладно, пойдем тогда в этот. Тем зомбакам. Не, патронов вот это оставим. Еще где-то есть что? Ой-ой. Ай! Это BTS. Обожаю, когда у них голова взрывается. Я, наверное, это уже миллион раз говорила. Так, здесь где-то должна быть то ли Гай... Как она называется? Я забыла. А, шестеренка. Господи. Точно. Так, с той стороны у нас закрыто. Здесь у нас чаровая дверь, мы ее не сможем открыть. Никогда. Здесь у нас закрыто. Да, все. Тогда идем отсюда. В часовню мы сможем попасть только через библиотеку. Чтобы попасть в библиотеку, нам надо найти домкрат. Ой, чтобы попасть в библиотеку, говорю. Чтобы попасть в часовую башню, нам надо сделать домкрат там в библиотеке, чтобы переставить эти большие полки. И чтобы Леон, такая жопка вонючая, смог перейти. Потому что он же прыгать не умеет. Все же надо так усложнять. Хотя там можно так подвинуть, и можно там так вот так хоп-хоп-хоп, и все. И все. Делов-то. А он не может. Сейчас надо в комнату хранения эту кнопочку вставить. Ой, как хорошо тирана нет. Но нам все равно надо будет вниз спуститься к тирану. Точнее, не к тирану, а... Так, где? А, вот. Так, а я могу что-нибудь? 100... Ой. 100... Там 102... 102 могу. Чё там, порох, да? Ага, порох. Все пока что. 103, 203, это мы потом откроем.
Так, а зачем нам спускаться? Там что-то было... А, там была комната. Нам все равно придется спуститься. Так, значит, сейчас бежим обратно. Сколько идет уже? 2 часа. Почти 3. Нет, мы не сможем на А, походу. Потому что там очень много надо делать. Этот сейф мы, наверное, чуть попозже откроем, скорее всего. Все. Да, нам сейчас только осталось... Ой, пойти... Нам сейчас надо пойти наверх. Нет, не сюда. Что я круги отбегаю как-то. Тупо как-то получается. Вот. Нам надо сюда вроде. Вот там часовая башня. Там находится штучка, короче, которая нам позволит включить электричество в тюрьме. Как она там оказалась вообще, я фиг знает. Сука. Блин, я заблудилась. Каким мы путем там шли? Через 2-й этаж, да, шли? Как мы ходили? А, это на той стороне, ну елки ты иголки, а. Я вот из-за своей вот этой тупизны я все время тут путаюсь. И потом время только так трачу. Вообще не туда бегу. Я же правильно хотела пойти вот так. А я побежала вообще. Теперь нам надо на ту сторону. И нам надо сейчас на крышу тушить пожар. Да, вот на... А, не-не-не-не-не, шутка так. С той стороны надо. Да. Нет, туда нам еще рано. Вспомнил название. Forbidden Siren. Это вот эта группа называется так? Которая сейчас играет, да? Да, я очень мало групп знаю. Да, вот здесь. Не, это та игра про проклятый остров. А, черт. И сейчас у него лестница сломается. Вот по-любому. Да, у Клэр не ломалась, кстати, лестница. Клэр как-то это упустили. Бедный Леон издевается над ним. Найс. Так, здесь лежали патроны, я помню. Здесь это были эти придурки.
У этой, кстати, у Клэр эта дверь заперта. Вот не знаю, после PS2 мало какие хорроры пугают, хоть немного. Ой, не говори. Вообще. Не, на PlayStation игры это... Ой, я как вспомню. Чё ты его растоптала? Да не дергайся ты. Запинала всего. Есть парочку, конечно, но из новых совсем нет. おっと А! Кстати, да, я вот заметила. Мне ремейк вообще вот Resident Evil не страшно. Оригинал я не хочу играть. Оригинал страшно. Чтоб так, наверняка. Да ты чё? Все? Точно умерла? Ты точно умер? Притворяется. Ну да, ну да. Умер? Да, вроде умер. Ты знаешь такую игру D на PlayStation 1 была? Она 92-го года, кажется. Ты просто не представляешь, как я ее сильно очень в детстве боялась, эту игру, когда у меня брат играл. Вот почему у Клэр закрыта эта дверь. Ой, да, дверь. Потому что здесь крестовый ключ, который Клэр не нужен. Вот оно чё. Но мы отсюда никак не выберемся, поэтому нам придется видеться с этим... с тираном. Мы забыли кое-что. Очень важную штуку. Мы же с ним увидимся, точно? Но он же по скрипту, наверное, там появляется как-то. Ладно, а как ты относишься к вселенной Соника? Соника Эксе? А, это который наоборот Соник? Надо перезарядиться. Сейчас будем... Сейчас приготовимся. Это типа такой хоррорный, да, Соник, который? Мне кажется, поняла, о чем ты. Да, как-то не знаю. Ты первый человек, который это спросила. Поэтому у меня... Я скажу просто нейтрально. Есть и есть. Не скажу, что фанат. Вот. Теперь он нам будет мешать. А то его не было, теперь он появился. Так, где у нас крестовые двери? Сразу смотрим и сразу открываем. Внизу было, я помню. Внизу было, наверху нет. Так. Раз, дверь. Два.
И внизу 3. Так, на первом этаже у нас. А тебе нравятся пиксельные игры? Да, конечно. Обожаю. Да, это с той стороны надо заходить. Ой, господи. Ой, как хорошо, что тут дверь закрыта. Ой, дверь, окно. Так, здесь, скорее всего, будет домкрат. Да, вот она, эта штука. И там я слышу тирана. Так, давай, короче, выбросим эту траву. Возьмем вот это, чтобы миллион раз туда-сюда не ходить. Так, и пойдем сейчас... А, у нас еще эти были, оказывается. Ну, потом возьму. Так, сейчас идем вот сюда, комната наблюдения. Это все у нас на втором этаже, оказывается. Там, наверное, будет этот лизун. Пергун. Так, я пошла неправильно. Бежим, 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 бежим. Быстрее, быстрее, быстрее. А, ой. А, нет, мы неправильно пошли. А, это только по лестнице подняться надо будет. Это нам, получается, с... Это сейчас надо идти... Блин, так. А вот по лестнице, наверное. Комната смотрителя и вот так вот, короче, по лестнице. Ой, не туда. Да, вот так вот. Слышу этого придурка. Он еще до сих пор не этот, что ли? Не туда, не туда, не туда, бежим. А чё, где она? Блин, не так, что ли, я пошла? Не, это не то. Ночь. Это уже другая локация. Блин, мы неправильно пошли. Так, ну ладно. Я запуталась опять. А, во, вспомнила. Можно посюда пойти. Ой-ой-ой, топает. Топотушками своими. Блин, я надеюсь, этого лизуна не будет тут. А, не должно быть.
Так, код. Блин! А, все. Так, сейчас отгадаем. Как тут? А. Да блин. А, вот так вот, так. А, вот так. Так, так. Так. Так, 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 так. А, все. Здесь появлялся этот лизун. Клэр. А, и там еще порох лежит, оказывается. Где? А, у него что ли? Не вмещается. Ладно, потом заберем тогда. Ой. Ой! Первый раз такой пса. Ни хрена себе. Смотри, что сделал. А хотя, можно так этот срезать путь. Спасибо, тиран. Ой, блин. Ёлки-иголки. Так. Я куда-то назад побежала. Сейчас. Ничего себе, он стену проломил. Вот это мужик. Не то, что эти ваши эмо-бои. Сейчас в комнату хранения, короче, пойдем. Надо было через западный офис пойти. Мы еще нашли, кстати, код от сейфа. Сейчас надо... Я хочу сумочку себе взять. Сумочку взять. Какой там еще ножик? Ладно, не буду брать. Патроны 200, 208. Ну все. Так, ну все. Блин, ладно, открою, наверное, и оставлю. 103. А ты где неоновый геймпад купила? А, вот не скажу. Ладно, шучу. В нашем великом Алиэкспресс. На Алиэкспресс. В Алиэкспресс.
У меня еще есть кошечка, но я ее вешала на стену, и там не кошка, а просто розовое пятно было. Так, все взяли. О, вот это надо еще взять. Я как сорока-ворона. Я пока всю карту не расчищу, я отсюда не уйду. Это уже 3-й раз так. Ой. Чего? А, так, да? Угу. Мы попадем только туда вот так вот. Теперь сюда, да? Угу. Так, вот. И вот. Теперь нам надо сюда идти, потом. Ну это потом. Сейчас с ним туда идти. Так, побежал нажат. Не знаю, зачем я все эти вещи беру, потому что я ими все равно некоторыми вещами вообще не пользуюсь. Ну, какой-то такой бзик, что ли, чтобы было все очищено. Я тут туда-сюда кругами бегаю. Этот тиран, наверное, уже заколебался, наверное. Да ты заколебала туда-сюда бегать. Хватит уже. Сколько можно? Перестань. Так, вот дисковый замок, пожалуйста, найдите гайд кто-нибудь. Ребята, как открыть этот дисковый замок в душевой? Я не могу. Не могу уже, не могу. Так. Сейчас откроем сейф на 2-м этаже. Там что-то было для револьвера, либо для Матильды, не помню. Мы бежим неправильно. Нам бы вообще выйти отсюда. Как я тут? Я никак не попаду. Боже, как сложно. Мне этот, наверное, особняк приснится скоро. Полицейский участок. Вот так лучше пойти. Вот так-то. Потом через... Вот, дратути. Как у вас дела? Ой, что-то так ускорился-то. Я ж пошутила. А ты можешь за мной вниз пойти? Что, не может, да? Мимо пошел. Чё, куда? Блин, мне туда надо. Мне туда надо. Да, да, правильно, правильно. Давай, давай, давай. Все, иди за мной. Иди. Все, иди ко мне. Иди, мой хороший. Да, да, иди сюда. Да, вот так пошел, да.
Потом вот так вот стой вот здесь, пожалуйста. Да, молодец, все, здесь стой. Сейчас я скоро приду. Так, сейчас мы там сейф откроем. Блин, не застревали. Так, сейф. 6 налево, 2 направо, 11 налево. 6. 2. 11. 6. 2. 11. Этот урод идет сюда. Блин, это для Матильды. Ну ладно. Так, теперь нам надо библиотеку. Что с моим голосом? Библиотеку. А вон он ходит. Не-не-не, там стой пока. Я тебе скажу, когда надо будет. Сейчас пока не надо. Всё. Теперь можно вот это... А, она уже сама выбросилась. Теперь этот, кажется, сюда вообще не сможет никогда попасть. Тут были зомбаки. Где они? А, вот. Ой. Вот тут часовня, кажется, да. Начало, короче, делаем так. Потом надо вот это забрать обратно. Здесь вроде ничего не стоит, да. Что надо сделать? Потом сюда вставляем большую. А туда вставляем маленькую. И получаем электро штучку-дрючку. Там колокол сломался. Он, короче, так бум-бум-бум-бум упал, и это упало, короче, вместе с ним.
Так, тепер надо нам идти. Мы можем сейчас вот так пойти через восточный холл, в восточную кладовую и потом вниз. Вниз, вниз, вниз. И все, и сразу же к этому попасть. Сейчас через восточную кладовую пойдем. Ой-ой-ой-ой, не застревай. А этого не видно. Придурка. Раньше, помню, было видно, и он вот так вот ошел по этим, по второму этажу. О, кстати, слышно его где-то. Но он сюда... Что? Как ты сюда попал? Чего, блин? Ты же никогда до сюда... Чего? Он никогда до сюда не доходил. Там ёшкин ты кот, а. Блин. Ну, тварь такая, а? Тварь. Просто не могу слов подобрать. Тварь. А, нет, мы не сможем попасть так. Только если так, наверное. Потом... Так. А, мы только через холл. Так, окей, тогда идем вот так. Потом так. И сразу уже туда идем. И все. Все сделали, кроме вот этого. Не взяли где-то там порох. Ладно, пофиг. И все. Все, теперь он от нас ненадолго отстанет, этот тиран. Но в конце он будет главным боссом. Поэтому можно это уже положить. Ой. А, у нас же была. Вот. У нас, кажется, была. Все. Ой, Леон уже так устал. Лицо такое. Уже не может. Да, это закончится. Опять она играет за меня во второй раз уже. Эй. Лифт еще сам закрывает. Смешно такое. Так. Посюда можно? А почему я тирана слышу? Не поняла. В смысле, блин, я его слышу? Он что, на лифте сейчас спустится? Ты же не должен сюда попадать. Ты еще скажи, еще по канализации будешь за мной бегать. Эй! В смысле? А как? Что-то я не так сделала. Как нам... Как мы приехали сюда? Я забыла. Подземный комплекс же нам надо.
Что-то страшно как-то. Я не поняла. А почему здесь закрыто? Блин. Что-то не то сделала, что ли? Что я запуталась, господи. Нам же отсюда никак не спуститься. Там же лестницы нет вроде. А Леон не хочет прыгать. Нет. Так, значит, надо каким-то другим путем туда попасть. Я тупая. Нам сейчас надо через этот, короче, через восточный офис. Вот здесь, короче, надо. Обрадовалась, так пошла. Время только теряю. Еще этот урод там ходит. Я уже думала, он сейчас этот на лифте спустится. Возьмем на всякий случай. Он будет тут. А, он не может сюда попасть. Все, нам надо сейчас подтуда идти. Он, оказывается, не мог сюда попасть. А я думала, он этот к нам спускается. Так, сейчас, короче... Угу. Потом вот так. Так. Сюда, да, и вот сюда. Да-да-да. Ой, блин. Пьянц. Ой. Ну, тут тиран точно не помешает, вроде как. Привет, привет. Ой. Сколько по времени? Уже, наверное, 4 часа? 4 часа, наверное, где-то стримим уже. Ой, ой, а где она? А, вот. Так, все. Я в тот раз так быстро это сделала. Что не то делаю, что ли? Не устала.
Нормально. Так. Блин, а как? А как я тогда сделала это? Как-то я быстро это сделала еще. Я даже сама не поняла, как. По-любому вот так, наверное, должно идти. Потом как-то, наверное... Так, наверное, так. Нет. Блин. Нет. Я что-то не то делаю. Но она должна же с этой соединяться. Значит, это должно идти так. Потом вот так, потом так. Потом вот это уходит сюда. Не так, что ли? Я запуталась. Как? А почему она вот это вот не идет снизу? Даже я затупил. Она соединяет так, так. Малыша лапка дергается. Но она же должна к этому подсоединяться, да? Значит, эти должны так идти. Значит, вот это должно тоже так идти. Ой, блин,
Капец просто. Какой же тупизм. Так. Но это не объясняет слухи о приюте. Его спонсирует Umbrella. Какое интересное совпадение. Ты сказал, что это интервью о новом гранте Umbrella. Брось, Аннет. Всем на него плевать. Им нужна информация о гей-вирусе. И откуда ты знаешь? Сраной выгребной яме под улицами города. И, кстати, по слухам, она связана с вашей подземной лабораторией. Блин, не успевает. Яс. Так, все. Бежим. Мы в тот раз стреляли, сейчас не будем это делать. Ой, блин! いい加減にしてくれ。 Бежим, 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 бежим. Не мешайте меня. Сволочь. Да ну ёшкин ты кот, задрал уже. Никак не сдохнешь. Нет, он не умер.いい加減にして。これであなたを2度救ったわ。まさか数えてたとは Какой ね。 раз проходишь? Третий раз. 死なないやつばかりね。 Тут все то же самое, что и было этот в начале. Зачем вообще? Это просто новая игра. Типа второй сценарий, что было за пределами полицейского участка. Ну, как оказалось, все было то же самое. その内容を説明して Ну, くれ。 что сделаешь? Пройдем тогда уж на второй раз. На третий, да, на третий. ここを出ましょう。 Потом мы будем еще и за Клэр смотреть. Хотя я думаю, у меня там то же самое все. Я помню, в этом моменте мы с Клэр убегали от этого тирана и бежали вот так по улице потом. А тут мы будем идти просто с Адой. С кем поговорить? А, с Адой или с Алисой. Эту информацию ты искала? К сожалению, нет. ベンは失敗 Бен して меня подвел. なら君は何を Тогда 探した что конкретно тебе この нужно? 混乱を招いた Больше сведений о тех, кто 責任者 заварил эту кашу. それであなたは А что насчет тебя? Хочешь спасти мир? この状況を Ну, кто-то же должен уведомить властей. この町には救 Без 援部隊が подкрепления 必要だ город не спасти. Обрела. Тупик. あのガンショップを通るしかなさそう。 Похоже, нам придется пройти через что-то там. Смотрите, с нее прицел убирается. Ну и бардак. Сейчас тут будет такая грустная сцена.
Чё? Чё нашла? Ничего не нашла. Ладно. Пойду. 動くな Стоять, я не причиню вам вреда. А ну стоять. ここを通り抜けたい Я просто проходил мимо, пожалуйста, опустите оружие. Не дождешься. Сейчас ты развернешься и уйдешь туда, откуда явился. その Думаю, вашей дочери нужна помощь, сэр. 頑張れ Не указывай мне, как обращаться с お前には дочерью. 関係ないだろ銃を捨てて Бросай. よせ Нет, стой. そこをどいて Отойди. Надо прикончить ее, пока она не стала монстром. 処理だと Прикончить? 俺の Черт, это же 娘 моя なんだぞ дочь. Ада, もういいだ оставь их. エマ Эмма, そこを出るなと言った дорогая, я же ろ просил ждать там. Папа. ここに Да, Эмми. Папа с тобой. いいな Я здесь, слышишь? あの連中に Эти чертовы твари снаружи. Смотри, что они с нами сделали. あんた警官 Ты だろ коп, ты должен что-то знать. なんで Почему こんな это ことになったん случилось, だ а? なんで俺たちがこんな目に遭うなあ Под такую веселую музыку. 俺たちの Она была нашим ангелочком. Мама. ママは眠 Мама спит, милая, слышишь? いいねそろそろ И тебе тоже お前 пора も в 寝かさ кроватку. ないとなエマ Эмма. Ой. — さっさと行けよ Уйдите. 娘と Просто 二人にして оставьте нас одних. 彼には Ладно, 真実 одно に дело 真剣に скрывать правду от меня. 違う Но от него-то зачем? Я хочу понять, что тут творится, и остановить того, кто за этим стоит, а я это не помню. Помогать людям вроде него, для этого я пошел в полицию. Моя задача — сорвать все планы Амбрелла, мы можем погибнуть. 命がけになる この町を Если 救う это нужно для спасения города, я с тобой. А я не помню это, как он там застрелился или это. Ой, боже мой. Богатые, как говорится, это, да? Устраивают войны, а погибают бедняки. В этой ситуации страдают только люди. Все, アン пойдем. ブレラ社を知ってるの Слышал об Umbrella Corporation? Это фармацевтическая компания, которая тайно занимается разработкой. У них есть вирус, он обращает людей в неуязвимых чудовищ. 今の状況も Теперь понятно, что это были за существа. Что тут есть? Мы с таким пулеметом тут ходим, как-то это не очень. Надо было его отложить. Ля, ну не было уже в прошлый раз вроде. アンブレラの科学者 Да, что-то такого не было, я вроде не помню. 彼女を見つけて捕らえる А может было? Но я не помню, что такое было. Блин, мы потом опять будем за эту аду дурацкую играть. アネットはこの先にいる Это наш путь к なる Анет. ほど Канализация хорошо вписывается во все, что ты мне рассказала. Блин, мы сейчас будем от крокодила убегать. ああどうも А, за Клэр у нас, значит, мы за девочку играем маленькую, а за Леона мы играем за Аду. Блин, жопа.
学者がこんなとこ Какой ろにいる настоящий の ученый сюда полезет? 本部の情報によればここはアンブレラの施設とつながってる。おいおい下水は公共のものだ。どうやったらこんな場所を使える？ 企業国家 Добро пожаловать в корпоративную Америку. Umbrella многие годы контролирует Ракун-Сити. Мне кажется, это скрытый смысл. То всему на свете занимается не... Ладно, не буду ничего говорить. Боже, это землетрясение? Очень надеюсь, что да. なんだあれは。 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ничего не было. Никакой крокодайл нас не ждет там. Шишна, шнопи, шнопи, ま шнопи, だ引き шноп. 返せるわよレオン。 Шишна, шнопи, 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 шноп. 最後まで付き合うぜ。 Шишна, шнопи, 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 шноп. Шишна, шнопи, 本 шнопи, 当にこっ шнопи, ちでい шноп. いのか？ 残念だけど А потом они будут целоваться в поезде вонючие такие. 待ってろ。 早く逃げて。 Да без тебя знаю, что надо бежать. 冗談じゃない。 Мы первый раз посмотрели на смерть Леона. Точнее, от крокодила. Первый раз-то у нас получилось, помнишь? Первого раза, точнее. Вкусный, наверное. Да. У Леона очень сладкая попка, наверное. 本当にこっちでいいのか？ 残念だけど А, тут просто надо налево, направо, короче. А я на этот еще нажимаю. 冗談じゃない。 Как у нас туда еще с первого раза так получилось? На, жри, переросток долбанный. Ну чё, Ада, будем целоваться? レオンこっちよ。 こんなの笑えないぜ。 Мяса на год хватит. Ада, иди сюда. Будем целоваться. だから油断しないでって。 人を化け物にするウイル Сказала, ス что じゃな вирус かったのか。 превращает людей в чудовищ, людей, а не рептилий. 正論ね。 Верно подмечено. Я просто удивлена, что ты еще жив. Да ты что?
Ты что, меня Ты во мне не уверена? Ты в меня не веришь? Ты... Ты какая, да? 整理させてくれ。 Так, давай-ка кое-что проясним. Амбрелла продает подобных чудовищ кому? Нашим военным? 軍か他のど Или кому-то еще? 売るのは化け物 Они не продают чудовищ. Они продают вирус, который их создает. それを作ってる А за разработку вируса отвечает と Аннет. ても危険な存在 Этот аллигатор был очень опасен, но Аннет куда опаснее. Что за комнатка? Что-то тут будет, что ли? А, блин, мы сейчас будем за эту играть. За Аду. Ой, блин. Яуц. А, да. Что там стоишь? Стесняешься, что ли? А, явно Уильям руку приложил. 何者だ。 Назовите себя. アネット・バーキン Аннет Биркин. 彼女が例の Это ее мы ищем. Времени мало. Нужно избавиться от этого. G ウイルスを Мы 出し出 здесь す ради вируса. Ничего не выйдет. これは Не 警告 мешайте, доктор. Или что? おい Арасо такое. Арасо. Арасо, хорошо. 銃がある Не ожидала такого от ученого. レオ Леон, 俺はいいから оставь меня, иди. Останови ее, пока не сбежала. Э-э-э. Я у здания фабрики. アネット Преследую Аннет. 彼女が持ってない Раз у его нет цели в гнезде. 手に入れたら返して Получим きます медальон и запрошу эвакуацию. Прикольный макияж у нее. 逃げなさいアネ Беги, беги, Аннет. 逃げら Но れる тебе не もの спрятаться для ее азиатских глаз. Тоже так накраситься, что ли, потом? Блин, сейчас опять эта херня будет. Помните, как я психовала, да?「秘密道具に出ます」あっけないのね Поэтому здесь нету сундука, что для этой. И ой. Ой, что я сделала? Тупица. Так, потом вот так. Так, я не так пошла.
Йоу. О, блин. Спиной встала. Где эта штука? Ой, ёлки-волки, а. Блин, где это? Мы сейчас опять, походу, будем. Ой, блин. Какая же она беззащитная. Где, блин, эта штука, блядь? Бляха-муха. Где она? Господи. Да ляж ты, ёб твою мать. Ой, блин, близнецы нафиг. Ну еще не попадай, давай, блядь. Еще прыгаешь. Сволочь. Гнида. Живучие, блин, твари. Я не люблю вот эту. Дают минимум патронов. Еще хер знает, где это. Фигня сраная. Где она, блин, вот? Как я тогда в тот раз ее нашла? Блять. Ой, блин. Малыш, не мешай, а не зли маму. Меня бесит это ада, блин.
れないのね。Так, сразу думаем, где находится эта шняга сраная. Да, блядь, ты ёб твою мать, а! Задолбали, блин, уже. Ну ада, блин. Ну что ж ты, ёшкин кот, а? Чё ж ты такая крутая-то и ничего не можешь? Драться не можешь, ничего не может, блин. Бегает, как не знаю, как моя бабушка, блин, бегает. Моя бабушка и то быстрее, блин, бегает. А, вон там, он, кажется, этот. Как же она меня бесит, а? Это ада, блядь, сраная. Спасибо тебе, Господи. На, жри, тварь. Заколебали, блин. Как же вы меня бесите, а? О, да, конечно. Тут еще этот тиран будет ходить потом. Мы опять, короче, в предсмертном состоянии. Как в тот раз были в предсмертном состоянии, и сейчас тоже. В шестой части они так классно дерутся, а тут вообще ничего не могут. Так. 呆れたしつこさね。 Так, куда она пошла? Ну, конечно же, нам надо переключить. Ну, конечно же, блин. Бегать не дают, хилки не дают, патроны бесконечно не дают. Да хоть, не знаю. Патроны, ладно. Хотя бы дали бы, чтобы она дралась там. Она же такая крутая, блин, это же Ада Вонг, вы что? Господи, Леон там просто течет. Мы сейчас начнем на этой параше, да? Ну, конечно. いたわね、アネット。 Ай, блин. 逃げ足の速さだけは認めてあげる。呆れたしつこさね。 А, я знаю. Так вот, а? Где он? А что делать тогда? Как какать? Не зря вот эту штуку тут поставили.
Найс. А, да? А, да? Сломай меня полностью. Че, может, перерыв сделаем? Или пройдем? Посмотрим ту игру, которую нам говорили. Так, сейчас видео это найду. Ой. Так, ой, а я этот... Блин. А, можно хотя на этом найти. Так. Сейчас чуть-чуть передохнем и продолжим. Ой, а где? Вот от тирана, да, убегать еще как-то этот проще, чем сзаду играть. Блин, а где? Я потеряла. Ой-ой-ой. Так, нельзя, все. Хватит. Да где это? Я не могу найти. Ну-ка, не тычь. Не могу найти. Чел. Он, наверное, вышел, да? Ай, где это было написано? Я не могу найти этот комментарий. Малыш сидит, чат загораживает. Андрей, что там было, блин? Чё? А чё, нету, что ли? Что у меня в ВБС нету этого чата. Ой, чата. Сообщения этого нет.
Нормально, да, вообще? Haunting Ground. Что за бред вообще? Так, почему нету вот тут в ОБС этого сообщения? Тут какой-то монстр какой-то страшный. Сейчас. Разбор полетов. 6 часов играется. Спасибо. Так. О, господи, вот это что такое, блин? Так, геймплей, давай-ка. Га. Нет, нет, нет. Нет, нет. А что, трейлера нет, что ли? Господи. Ну, давайте посмотрим. Стоп гейм.ру. Доброго всем днища, дорогие друзья! Вы смотрите stopgame.ru, и это традиционная передача «Разбор полетов». Видно С же, вами, да? как всегда, Да. он и я, Василий Гальперов и Максим Солодилов. И сегодня игра на разбор ни для кого, наверное, не станет секретом, если вы смотрели предыдущий выпуск, потому что там Вася упомянул Hunting Ground, ее-то мы и взяли. Нам очень понравились девушки с собаками, и мы решили продолжить с ними знакомство. Я надеюсь, здесь не будет спойлеров там. Hunting Ground, также известная в Японии как Demento, это survival horror, разработанный и изданный компанией Capcom в 2005 году на консоль PlayStation 2 эксклюзивно. Как обычно, играли мы через эмулятор, и некоторые проблемы с этим связаны, во всяком случае, у меня. Да не только у Эмулятор. тебя, я тоже А. начну немножечко про свои проблемы, они не такие глобальные, Ой, как у старые тебя, игры, я хотя в боюсь каком-то играть. смысле их у меня больше. Они такие Прежде всего, страшные. мне долго пришлось копаться с настройками эмулятора, чтобы при высоком разрешении в хардварном режиме у меня не двоилась главная героиня и вообще все, что есть. А после того, как я решил проблему с тем, чтобы она не двоилась, я пытался решить проблему так, чтобы ее текстура кожи была не бледного цвета, а телесного. Знаешь, такой случай, когда текстуры пропадают, и они вот как модельки в 3D Max без текстур такие вот сероватые, как будто каменные. У меня героиня такой становилась. Через какое Сейчас приду, подожди. В старых играх вся душа, весь страх. Ну да.
У меня от геймпада, оказывается, батарейка села. Ой. Точнее, не от геймпада, а этот. У пауэрбанка батарейка села, чтобы этот геймпад светился. Это время, после того, как я все это починил, начались несколько другие проблемы с игрой, которые вы будете наблюдать в течение всех футажей. Они не критичные, но они... Так, сейчас, погоди-ка я этот... Надо поменять этот... категорию. Наверное, закончим, да, на сегодня? Резидент, что-то я устала. Все, я выйду. Посмотрим это видео. Resident Evil 2. Посмотрим видео и спад. Все. Поехали. Ой. Ой. не были. Прежде всего, это какой-то источник освещения, который замер у меня в правой верхнем углу экрана и всю игру меня сопровождал. Такой слабенький спрайтик, который будет всегда на экране. А второе, героиня в какой-то момент становится чересчур толерантной и превращается в негритоску. Я не знаю, с чем это связано. Иногда это прям посередине какой-то Осуждаю. комнаты происходит. И лечится это входом в инвентарь и выходом из него. Но в какие-то моменты ты не можешь войти в инвентарь, потому что, ну, что-то происходит. И поэтому иногда героиня будет черная. Ну, вот так вот мы толерантно решили подойти к разбору этой игры. В общем-то, все, из чего я пока что припоминаю, из проблем, которые возникли у меня. Но сейчас Макс вам расскажет про свою. Да, я в итоге-то на самом деле выяснил вроде бы причину Осуждаю этой такое всей слово фигни, на «Н». но, к сожалению, не смог уже ничего изменить. Проблема в том, что в хардварном режиме у меня все абсолютно размытое какое-то, нечеткое, и мы с Васей как ни крутили, ничего не смогли сделать с этим. Ты даже не совсем правильно сказал, у тебя все было пересвеченное. И пересвеченное, и размытое, и какая-то полоса такая почти по центру. В Что-то я общем, не хочу ну с этим невозможно париться. так играть, поэтому если вдруг футажи будут от меня, то они будут в первозданном виде, потому что я играл в софтварном режиме с оригинальным разрешением. Оно, конечно же, мыльненькое. И эту проблему я в какой-то момент немножечко разрулил. В эмуляторе там есть какие-то запуски через full reboot, не full reboot, fast load, не fast load. Короче, какой-то вариант из них работает. Но в этом варианте я не смог загрузить свои сохраненки. И мне либо надо было начинать сначала, что я делать не хотел после там уже 2 или 3 чё-то часов как-то с этим прохождения, мучиться. либо продолжить играть так, как я и играл. В общем, можно запустить, просто надо изначально потренироваться. И что я, кстати, С заметил, бубном, когда короче, вот там ты побегать, запускаешь понятно. игру в хардварном режиме, и она нормально работает, то сначала все красиво, а в какой-то момент текстуры лица немножко пропадают. По-моему, мне кажется, у меня всегда у нее глаза были тоже телесного цвета, но там не так хорошо видно, поэтому как бы пофиг. И обычно ты на спину смотришь все равно. Но что удивительно, в кат-сценках на движке все нормально. Единственное, что в них ненормально, это зеркала. Когда в сцене появляются зеркала, что в принципе не так часто происходит, но в некоторых местах есть, появляется какая-то радужная пиксельная сетка, А. короче, на всем. И когда вот А я чувак думала, этот чё это такое? исчезает невидимый ближе к концу, он тоже исчезает через эту радужную сетку. Тоже не сильно важно, не сильно проблемно, но как О, бы Господи. есть такой момент, и он бывает иногда, может, всплывет на кадрах. В общем, это все, что касается эмуляции, но в целом игра проходима. Если соберетесь играть, то знайте, что все в целом работает. Ну и, собственно, с чего же все начинается-то у нас? Главная героиня, которая мне всю игру напоминала молодую Джилл Валентайн времен уже, когда она блондинкой стала, она попадает в какой-то Отсылки к непонятный Резиденту замок. везде. Ее держат там в подземелье, в одном полотенчике, там даже ракурсики интересные можно поглядеть. Какой-то непонятный
такой огромный умственно отсталый парень ходит, ее там охраняет, но в какой-то момент ей удается сбежать, и вот, собственно, мы начинаем выяснять, что мы здесь вообще забыли, что происходит, и как связана вот эта вступительная сцена с довольно прикольной, кстати, музыкальной составляющей, с тем, как мы здесь оказались. При пробуждении мы находим сразу ошейничек, на котором написано Хьюи. Как нетрудно догадаться, рано или поздно мы должны будем найти собачку с этой кличкой. В принципе, до нее у меня нечего рассказывать. Ну, как Полотенце. сказать, нам как-никак презентуют здесь вот этого самого умственно отсталого здоровяка, который за нами начинает гоняться. И в целом нам показывают механику, с которой мы будем Лицо всю у него игру такое дальше детское. бегать. А бегать, потому что придется постоянно от врагов убегать. То есть серьезным врагам, их тут где-то человека 4 приблизительно, ну, вот этих вот главарей, которые из главы в главу нас преследуют, от них приходится только убегать. Героиня, она вообще довольно слабенькая, довольно невыносливая, и поэтому в открытый бой, особенно с этим огромным дебилом, ей вступать противопоказано. Нам презентуют, собственно, геймплей убегашек. Как можно убежать от противника? В целом, за несколько комнат можно уйти, но они довольно резвенькие, тебя неплохо нагоняют. Можно где-то в углу спрятаться, пока тебя не видят, и прождать какое-то время, либо залезть там под кровать, спрятаться в шкаф и переждать, пока враг уйдет. Проблема разве что в том, что когда враг довольно близко, не получится залезть в шкаф и под кровать, но пока что это еще проблем не вызывает. А из такого интересного, что я бы хотел сказать в убегашках, что мне понравилось, чего, кстати, нету в современных убегашечных хоррорах, когда ты, например, затаиваешься в углу и ждешь, пока противник уйдет, тебе камера показывает противника. Это так замечательно, что ты смотришь не на какую-то текстуру двери, в которую ты уперся, чтобы тебя не видели, а тебе показывают, что происходит вокруг тебя, и ты можешь, так, знаешь, выбрать момент, когда убежать, например, прикольно. а не просто так на рандоме выходить из укрытия. Это мне, кстати, очень понравилось в игре. То есть я бы хотел... Но это же нереально, потому что, например, если когда мы прячемся, да, в шкафу там или под кроватью, мы же не видим, что происходит. Поэтому сейчас в нынешних хоррорах делают как-то более все реалистично. И на то это и хоррор, чтобы было страшно и неизвестно, куда пошел этот враг, где он сейчас. Поэтому же... Хотел, чтобы в Outlast, например, так было. Ну, это, безусловно, удобно. Мы в этом одном одеяльце, Ну, это нереально же, полотенце потому или что чё когда, там, например, ты прячешься, ты же поднимаемся в не комнату, видишь же. там нас встречает какая-то Это же очень-очень красивая домохозяйка, которая предлагает нам читерство переодеться, какое-то. и в этот момент за нами еще кто-то наблюдает из-за картины. Такой довольно криповый момент, потому что мы там переодеваемся, и вроде как молодая девушка, а кто-то за ней подглядывает. В общем, воеризм какой-то. Мне немножко напрягли катсцены в игре, потому что они, блин, такие долгие. Ну, то есть я понимаю, что они хотели там саспенса нагнать и так далее, но вот некоторые моменты, когда там, условно говоря, героиня глазами встречается с каким-нибудь вот новым противником серьезным, и вот как эти сцены в целом выглядят все вообще в игре. Этот противник на нее смотрит, либо что-то говорит, либо так... На что героиня смотрит на него и такая... И вот так может 1,5 минуты длиться в целом. И вот одна катсцена реально. То есть там враг может смеяться, враг может что-то ей толдычивать, враг может просто как-то кричать. Но в целом ты вот 1,5 минуты смотришь на то, как героиня пугается, а противник ее там типа пугает. Что-то я наврал на самом деле. Я сейчас смотрю футаж, и оказывается, собаку мы находим не так рано. Во-первых, мы видим флешбэк, как Фиона попадает в аварию. Фиона — это главная героиня. Мы видели кусочек там уже до этого, но вот когда там нас этот Дебилитас, это имя, опять же, этого Дауна зовут Дебилитас. Его Осуждаю прям это зовут слово, блин. Дебилитас. Там где-то это произносится, я просто не... Ну, Да, когда ёлы-палы. мужик отгоняет его или прогоняет, он его называет Дебилитас. Я сначала подумал, что это заклинание какое-то, а потом оказалось, нет, это его вот так как Слово бы на- окрестили. Чтобы вы понимали, я играл в русскую же версию, болезнь поэтому такая я, есть, по-моему, просто он наверное. его дебил назвал. Ну нет, я поэтому и говорю, Дебилитас — это такое, как будто вот заклинание какое-то. Авада Кедавра, Дебилитас Патронус. В какой-то момент мы находим печатную машинку, болезнь рядом такая. стоит голем, и тебе нужно ввести там Эммет,
И это так забавно, Минута потому что, ну, мет, Да, блин, чё они это метамфетамин, слово то говорят? есть если Не ее убрать. дебилитас, а А в вот другое на итоге «д». следующий голем, которого мы там находим через пол игры, его зовут Мет. А ты в курсе, Это что видео если очень вот с старое, первого голема поэтому они вставить не знали, табличку что с это будет на надписью «Мет», стриме то его смотреть. разорвет на части? Я в курсе, что что-то там тебе вроде бы за это дадут, но на момент прохождения я об этом не знал. Его порвет на части, тебе что-то там дадут. Я тоже не знал, я потом поглядел такой, типа, можно вставить еще и мет. Я обратил на это внимание, но не додумался вставить в нее табличку. При этом, я когда первый раз увидел печатную машинку, я не понял, что мне надо распечатать, потому что я не подошел к голему, а на нем, по-моему, там написано Эммет или типа того, или рядом там что-то, подсказка какая-то. Не, там книжечка лежит с надписью Эммет. Или записка какая-то, где сказано про Эммета. Суть в том, что я ее не прочитал, и передо мной печатная машинка, и я такой, интересно, а что я могу? Единственное, что я помню, это Хьюи. Собачку как зовут. Я распечатал себе Хьюи. Одна табличка отнялась, их там 10. Я, кстати, не знаю, что будет, если все истратить. Ну ничего, сдохнешь, наверное. Ну, то есть не пройдешь дальше. Возможно, не знаю. В общем, я распечатал Хьюи, Фиона, и такой, и чё? 2 таблички, что с ними делать? Потом разобрался, что голема надо подвинуть. После этого мы и спасаем пса во дворе. Во всяком случае, у меня так записано. Ну, там ты как раз попадаешь еще на кухню, за тобой начинает бежать Дебилитус, и появляется как раз чувак, который называет его Дебилитусом. Ты, по-моему, вырубаешься там в очередной раз и просыпаешься, да, перед собакой. Собака — это как бы кей-фича игры, как и в случае с Dead to Right, и как и в случае с Rule of Rose. Только здесь, скорее, собака — это такой, знаете, проблемный компаньон, о котором ты должен иногда заботиться, но который в целом тут, правда, и заботится и о тебе еще. То есть, если в Dead to Right собака Платье у просто него по кнопке красивое. активировалась, если в Rule of Rose мы за ней шли, как за путеводителем, то здесь мы как-то друг друга должны поддерживать. То есть, мы можем отдавать собаке разные приказы, типа, иди поищи что-нибудь впереди, стой рядом со мной, и можем ее либо похвалить, либо пожурить, если она не выполняет наши команды. Что, с одной стороны, довольно прикольная механика, с другой стороны, когда ты собаке 20 раз орешь, иди в дырку, она не идет, потому что, типа, ну, она собака и не понимает твою команду, ты такой, ну, твою мать. Собака здесь не всегда слушается твоих команд. Типа, ты должен ее ругать, если она тебя не слушается, и хвалить, если она тебя слушается. Тогда, типа, чем дальше играешь, тем лучше она отвлекается на твои команды, но что-то как-то, мне кажется, оно все равно, там есть какой-то процент, что она тебя не послушается. Из-за чего там некоторые загадки приходится перепроходить, из-за чего меня один раз ловушка убила. Ну, короче, есть там с собакой некоторые аспекты, которые меня немножко бесили. Она еще может потеряться, короче, где-нибудь там за 4 экрана от тебя, и ты ее зовешь, она все не идет, и тут выходит на тебя противник, и ты еще должен от него убежать за полкарты, потом вернуться, потом собаку найти. Ну, в общем, такая бывает беготня иногда в этой игре. Но я что-то разэтовался. Да не, но действительно, key feature надо рассказать. Собака, да, ведет себя частично как в Rule of Rose. Она ищет скрытые предметы, которые ты раньше не видел, и она их подсвечивает. Но здесь это не особо важно на самом деле, потому что по большому счету ты там находишь одни медальоны, они... Ну ладно, короче, понятно. Какая там еще была игра? Forbidden Siren. А, что-то знакомое. Слушай-ка. А. А, нет. Или да? 6 лет назад, ничего себе. А, да, это... А, я знаю эту игру, да. Не. Двери, страшный сон геймдизайнера. Что такое? Когда вы слышите о том, что делать игры сложно, какие ассоциации всплывают в голове? Создание освещения и графики? Стрельбы? Баланса? Что-то еще? Мы не спорим, все это нелегко. Но неочевидная проблема для любого разработчика – это двери.
Об этом говорят сами создатели игр, от инди-девов до работников крупных студий. И если кажется, что последнее, о чем стоило бы волноваться при разработке условного The Last of Us, это детали на вроде дверей, то вы заблуждаетесь. Так а в чем, собственно, проблема? А проблема в том, что даже проемы без дверей все равно выполняют похожие функции, хоть и не всегда. Как минимум с точки зрения геймдизайнеров и левел-дизайнеров. Потому что без этого сложно разграничить пространство, а если даже представить, что мы отказываемся от дверей в игре, все примет неоднозначный оборот. Это был бы дизайнерский рай или ад, или и то, и другое вместе. Двери отлично помогают разграничивать пространство. Тут и переходы из одной зоны в другую, и отсечки для навигации, и геймплейные пазлы, и отсечки для мобов. Почти все из этого можно решить только Как на работой с Genshin пространством. похоже. Но если добавить А дверь, это то зелье, будет да? и эффект сильнее, и дизайнеру проще. Поэтому без дверей или их аналогов практически никак. Даже простые проходы без всего накладывают свои ограничения и требуют проработки, несмотря на то, что это самый легкий подход. Главная его проблема лежит в области погружения. Ни у кого не возникнет вопросов, если в заброшенном доме нет двери. А вот их отсутствие в каждом жилище – это явная условность. В первых 2 готиках такая ситуация была простительна, делаем скидку на время выхода и технические ограничения. Но представить такое в тайтле 2022 года трудно. С другой стороны, закрытая дверь несет за собой игровые функции. В хоррорах они оставляют игрока в неведении и поддерживают чувство неизвестности. В квестах хранят будущие тайны, а в батл-роялях заставляют ожидать лут и угрозу. Но даже если проем пустой, а весь мир состоит из условных ходов в пещерах, то нужно решать фундаментальный вопрос, который важен для любой из реализаций дверей. Какого размера будет проход? Вы и сами могли замечать, что двери в играх куда больше реальных масштабов. Иногда они настолько большие, что это бросается в глаза. Одна из причин заключается в том, что чем шире проход, тем проще игроку пройти через него и не столкнуться со стеной. Столкновения прочитываются с помощью анимационных капсул. Это что-то вроде силового поля вокруг персонажа, которое обнаруживает его столкновение с другими предметами. Обычно анимационные капсулы имеют простые сферические формы, потому что их намного легче просчитывать. Но это также означает, что эти формы не учитывают более мелкие детали, например, пальцы персонажа. И если дверной проем будет недостаточно широким, рука героя рискует не засечь препятствие и просто пройти сквозь косяк. То же самое может произойти с камерой, которую игра также рассматривает как физический объект. Соответственно, чем больше пространства, тем больше у игры времени на расчет столкновений, и тем меньше будет багов, связанных с прохождением сквозь твердые поверхности. Естественно, проблема масштаба никуда не денется, если закрыть проход физической дверью. Зато появится много других. Чтобы понять, с чем придется столкнуться, для начала нужно определиться, каким образом дверь будет открываться. Автоматические слайдеры, которые открываются при приближении игрока, это самый простой дизайн двери. Такие объекты ни с чем не взаимодействуют, не требуют дополнительной анимации персонажа или отрисовки промежуточного состояния. Они либо открыты, либо закрыты. При таком подходе все легко, как минимум с технической точки зрения. Нужна только анимация двери и настройка вокруг нее триггер-области, которая будет реагировать на приближение NPC или игрока, а после открываться. Они удобные. Слайдеры решают все вопросы зональности и не требуют дополнительного пространства. Но нужно объяснить, почему и как они слайдятся. А еще, как они открываются и закрываются. И зачастую, если сеттинг не сайфайный, то слайд-дверь лучше не делать автоматически закрывающейся. Кроме прочего, автоматические слайдеры позволяют поддерживать единый темп игры, что часто идет на пользу экшенам в фантастическом сеттинге. Мы не тратим время на открытие двери, все, что нужно, просто вписаться в проход, не отвлекаясь от анализа обстановки или сюжетного диалога. А вот если темп нужно, наоборот, замедлить, то оптимальный вариант – открывать двери по нажатию кнопки. Кнопка здесь одновременно и условность, которой мы обозначаем факт нажатия клавиши игроком, и непосредственно объект. Это может быть вписано в мир игры, как в Dead Space, а может быть невидимым триггером, как в Morrowind, Oblivion или Skyrim. Такие двери тоже могут работать по принципу слайдера, а могут имитировать обычные реалистичные створки. Преимущество слайдеров в том, что игроку все еще не нужно напрямую взаимодействовать с самой дверью, а значит, не придется делать лишние анимации. Но как выглядит открытие, все равно нужно продумать.
с какой скоростью открывается дверь, опасна ли она. Вспомните момент из первого Dead Space, где нас учат пользоваться замедляющим модулем. В конце концов, куда она ведет и нужно ли ее как-то по-особому выделить. Все эти вещи ложатся на плечи геймдизайнера. Именно он обосновывает, как и почему это должно быть в игре. Но сделать красиво и достоверно не менее важная работа. И тут к делу подключается аниматор, причем даже в такой простой задаче его роль не сведется к банальному изменению оси X, Y или Z. Во-первых, все должно соответствовать базовым принципам анимации. Во-вторых, вписываться в сеттинг игры. Логично, что дверь космического корабля и слайдер в японском стиле прошлых столетий должны иметь два совершенно разных подхода. И если в маленьких играх такие детали можно опускать, то AA и AAA проекты таких допущений иметь не должны. Отсюда большой запрос на аниматоров, профессии, навыки которой выходят далеко за рамки геймдева. На нашем курсе Это 3D реклама, что ли? действительно. С другой стороны, для обычной деревянной двери все же желательно заиметь анимацию. Где-то это выглядит почти реалистично, где-то не очень. Но в любом случае это дает чувство обратной связи, что в играх один из столпов успеха. Любое игровое взаимодействие дает агентивность, возможность взаимодействия с игровым миром. А дальше все зависит от жанра и желаемого игрового опыта. Например, в хоррорах типа Outlast медленное взаимодействие с дверьми, зажать правую кнопку мыши, потянуть, нужно для возникновения и усиления страха. И все же, если игра идет по пути имитации взаимодействия, то жест толкания двери не единственное, что нужно продумать. При разработке игры все поверхности как бы прозрачны, пропускают все и не имеют никакой физики. В Резиденте там же можно они бегут просто и вот так толкают дверь. присваивать коллизию, а каждое столкновение просчитывается отдельно. Вне контекста такие детали кажутся мелочью, но в любой, даже не крупной игре их сотни, если не тысячи. Поэтому особенности взаимодействия оружия и дверей часто проще не просчитывать, а обыгрывать анимацией. Например, персонаж должен убрать все за спину и только потом достать снова. Кроме того, сама по себе анимация обычной двери – задача рангом повыше, чем анимация слайдера. Разработчик должен понимать, в какую сторону должна открываться дверь, сколько для этого нужно свободного пространства, должна ли дверь потом закрыться сама, или игроку нужно оставить возможность самому ее закрыть. В зависимости от того, какая в игре дверь, придется делать несколько простых действий для ее работы. Например, правильное расположение пивота. Он, по идее, должен находиться со стороны петель. И разбиение на несколько кусков. Если анимация двери должна складываться из 3 кусков, возможно, ее надо будет выгрузить как 3 разных объекта для работы анимации в дальнейшем. А еще двери могут не открываться. Причем они могут разблокироваться дальше по сюжету, а могут быть просто косметическим изображением на стене, для красоты. Если в игре есть и те, то нужно дать игроку понять разницу между ними. Может быть, мы заранее видим цветовой индикатор на кнопке слайдера? Или надо сначала попробовать повзаимодействовать с дверью, чтобы понять ее статус? Последует ли какое-то обоснование, что дверь закрыта? Или персонаж просто сам скажет что-нибудь? Это не мой номер. Лучше не входить. Даже для нереалистичной двери нужно проделать много работы. От анимации до понимания ее функций и банальной озвучки. Но самое сложное – это сделать что-то реалистичное. На первый взгляд, открытие двери может казаться очень простым действием. Но если разобраться, оно состоит из множества мелких деталей. Персонаж должен взяться за ручку, которая физически не существует, повернуть ее, открыть дверь, перехватиться за ручку с другой стороны, закрыть дверь. В общем-то, только это займет недели работы аниматоров, а мы не учитываем время затраты программистов, которые напишут, как это работает, геймдизайнеров, которые должны обосновать, зачем нам вообще открывать дверь, левел-дизайнеров, которые должны поставить эту дверь куда надо. А если проект небольшой и делает его несколько человек? В общем-то, вот вам и ключевой ответ, почему разработчики от инди-энтузиастов до работников AAA-студий так не любят это дело. Поэтому, когда мы, как потребители, требуем максимальной реалистичности во всем, может, она и не нужна вовсе. В конце концов, в каком-нибудь Fallout New Vegas анимации взаимодействия с дверьми вообще не было, а игра до сих пор ощущается неплохой. Лично я, как игрок, не испытываю никакого кайфа от всех этих красивых, правильно блендящихся анимаций открытия двери, когда у меня еще и управление на время забирают. В играх много условностей, и это нормально. Двери — одна из таких условностей. Так ли важно, чтобы взаимодействие с ними было максимально реалистичным? Тем не менее, есть игры, в которых геймплей стремится к максимальному реализму, и любая нереалистичная деталь может разрушить цельность проекта.
В основном это фишка сюжетно-ориентированных игр, особенно интерактивного кино. В таких проектах, когда игрок нажимает на кнопку, чтобы открыть дверь, у него отнимают контроль и показывают небольшую кат-сцену, в основе которой лежит мокап. Плюс такого подхода — выглядит очень правдоподобно. Минус — у нас забирают контроль, что не очень круто. Чтобы минимизировать негатив, можно вместо кат-сцен использовать очень подробную анимацию, просчитать каждое микродвижение персонажа и запускать эту последовательность при каждом взаимодействии с дверью. Эти пару секунд игрок все равно не будет управлять героем, но анимация гармоничнее интегрируется в геймплей, чем кат-сцены. Хотя и требует долгих часов кропотливой работы. Сложность в том, что анимация должна работать в любой ситуации. Персонаж может находиться в разном эмоциональном и физическом состоянии. Во время напряженной сцены или при спокойном исследовании комнаты персонаж будет по-разному открывать дверь с разной скоростью и с разными движениями. Мало просто поместить дверь на уровень. Нужно просчитать огромное количество самых разных игровых ситуаций. Можно ли открыть дверь в стелс-режиме или для этого обязательно придется встать в полный рост? Издают ли двери звук? Реагируют ли на этот звук враги? Враги вообще в курсе о существовании дверей? Они умеют их открывать, преследуя игрока, или существуют только внутри своей зоны? А что насчет остальных NPC? Персонажи-спутники умеют дергать двери, чтобы выяснить, что они закрыты? Или просто бездумно сваливают все взаимодействие на главного героя? В общем, переменных может быть очень много. Дверной вопрос так или иначе затрагивает почти все аспекты создания игры, включая концепт-арт, нарративный дизайн, левел-дизайн, дизайн боев, аудиодизайн. Ирония в том, что для нас это вещь, которая должна работать по умолчанию, а за кадром это может быть результатом долгой работы. Главное, помните, если вы даже не заметили двери в игре, значит, они сделаны хорошо. А если заметили и вам это понравилось, то это результат невероятно кропотливой работы. Что из этого лучше, выбирайте сами. Кстати, И у меня напоследок, же этот... перед Новым годом... Я же хотела GTA поиграть как-то. GTA 4. Потом, наверное, как-нибудь поиграем, да? Ну все, наверное, будем заканчивать сегодня. Ой, что-то под конец меня эта ада вообще что-то жестко взбесила. Продолжим послезавтра. Может быть, поиграем в GTA даже. Может, Genshin. Посмотрим. Хочу GTA поиграть. И в Genshin тоже хочется поиграть. Ой, блин, ну малыш, ну что ты делаешь? Так, ну все. Всем спасибо, всем, кто был, кто остался, кто посмотрит это на записи. Всё. И тебе тоже заранее спокойной ночи, сладких снов. Все. Пока-пока.